Всем добрый вечер. Я рад видеть вас на своем канале. И сегодня у нас на очереди будет карта, которая относится к придворному двору. Напоминаю, что мы сейчас с вами все еще рассматриваем библейские сюжеты. И, соответственно, что касается старших арканов, то библейские сюжеты на этом закончились. И мы переходим тогда, давайте сразу мы параллельно это будем делать, заходим в наш раздел Библия и видим, что вот наши старшие арканы, они уже пройдены. Их у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И переходим мы в младшие арканы и в придворные карты. И давайте мы сразу же зайдем тогда, вот наш король жезлов. И посмотрим, что мы сегодня вообще с вами будем разбирать. Но прежде чем начинать, я бы хотел зачитать стих, который, как мне кажется, достаточно соответствует нашему сегодняшнему персонажу, королю жезлов. «Когда в тот грозный час, где все утратят разум, ты над самим собой пребудешь властелин. Когда в тебе одном все усомнятся разом, но в самого себя поверишь ты один. Когда твоя мечта твоей смирится власти, и будет мысль твоя, как меч в твоих руках. И что бы ни пришло, несчастье или счастье, ты равно встретишь все с улыбкой на устах. Когда ты будешь мочь года, трудов и пота поставить, проиграть и молча отойти, и просто снова стать сначала за работу, не тратя лишних слов о выбранном пути». Красивый стих, я не совсем уверен, но, по-моему, его написал Киплинг. Давайте же мы посмотрим сегодня, насколько данное стихотворение может соотноситься с этим персонажем, которого мы будем рассматривать. Но сегодня поступим несколько необычно. В отличие от предыдущих уроков, хотя у нас здесь изображен конкретный персонаж, как вы уже поняли, это царь Иорам. Это вообще кто такой Лос Скарабео? Почему Иорам? Я никогда о таком раньше не слышал. То есть не было какого-то иного персонажа, которого можно было поставить на карту король жезлов. Честно говоря, мне кажется, царь Дарий, медоперсидский царь, который не так давно мы о нем еще читали в разрезе пророка Даниила, он больше бы подошел на эту роль. Это такое. Разберемся. Несколько нетрадиционно поступим. Прежде чем читать первоисточник, читать Библию, что же там говорится об этом Иораме, мы с вами сначала заглянем все же, что вообще касается у нас короля жезлов, и пройдемся с вами в целом, как такой некий ознакомительный урок, может быть, по придворным картам. И, соответственно, сразу мы с вами начнем мы с вами с чего? С того, что мы перешли таким вот случайным образом, рандомным образом мы перешли с вами в младшие арканы. Но должен я сказать, что в целом все карты Таро, их можно разделить на 4, где-то я себе заметочку эту делал, в целом можно разделить на 4 класса карт. Давайте обо всем по порядку. То есть вот мы сейчас в этом таком ознакомительном небольшом уроке, я думаю, что мы к нему не будем возвращаться, а тот, кто уже будет смотреть видео по порядку, то он, скорее всего, наткнется на этот урок. Если и не наткнется, то я уже, по-моему, в самом первом уроке я говорил, что эта колода, она не должна быть у человека первой. То есть лучше всего начинать, конечно, с чего-то более традиционно, с ваэтовской колоды. И, соответственно, если вы уже знакомы с этой колодой, то, скорее всего, вы обладаете каким-то набором информации и данных относительно вообще в целом всего. Что такое Таро, какие там есть масти, либо стихии, и на какие арканы можно разделить. Но справедливости ради стоит все-таки провести тоже такое какое-то ознакомление, дабы у меня у самого не было сомнений, что у вас такая информация есть. По поводу стихий. Все вы знаете, возможно, сейчас буду говорить какие-то очевидные вещи, что карты Таро делятся на 4 стихии или на 4 масти. Это жезлы, это мечи, это кубки и это пентакли. Буквально в нескольких словах, как вообще возникли эти самые стихии и что они могут означать,
в разрезе карт Таро. Если мы говорим о средневековом обществе, а карты Таро, они так или иначе относят нас, во всяком случае, те колоды, известные нам, и те архетипы, те образы, которые были уже и современными авторами нарисованы, в том числе Уэйтом, они так или иначе берут свои корни из средневековых карт. 1300, 1400, 1500 года. Одна из знаменитых колод Висконта Сфорца и другие подобные того времени итальянские колоды и карты. Так вот, тогдашние карты, они должны были отражать, и так и было, современное видение общества. И вот на тот момент современное, в общем-то и на сейчас это тоже, общество состояло из 4 слоев, если так можно сказать, из 4 каких-то каст, которые формировались, исторически так сложилось, что они формировались. И одновременно, как это ни странно, прям такое совпадение чудесное, замечательное, эти же 4 касты, 4 слоя населения, они соответствуют и 4 стихиям: огонь, вода, земля и воздух. Как мы помним с вами, 4 стихии, в каждой из которых есть по 3 зодиакальных дома, то есть мы прямо еще и в астрологию с вами погружаемся. То есть если мы говорим об огненных знаках или стихии огонь, то мы с вами говорим, что это лев, это овен, это стрелец. Если мы говорим о воздухе, в общем, там у каждого свой набор, давайте, чтобы мы сейчас долго на этом не останавливали свое внимание. Значит, по поводу стихий, по поводу каст, как они возникли в обществе. Если мы говорим о пентаклях, это самое простое и понятное, это стихия Земля, и все, что так или иначе было связано с Землей, все, что было связано с тем, что можно вырастить, с тем, что можно получить, добыть из Земли, это все как раз у нас и сформировало какой-то мощный такой пласт в обществе. Одновременно это и отображает характер человека, и его натуру, и не в буквальном смысле какую-то человека как единицу, да, что это крестьянин. Нет, это, повторюсь, и темпераменты человека, и много-много вещей. Но, тем не менее, это класс людей, которые работали на земле и получали из земли свой доход, свое пропитание, которые так или иначе связывали свою жизнь с этим, именно с землей. Назовем их так класс крестьян. Хотите, там можно назвать их помещики, которые там были над крестьянами, но они все равно были с ними связаны, потому что они управляли крестьянами, но получали свой доход от земли. В какой-то момент возникает задача с тем, чтобы получить какой-то другой товар, которого нет в твоем поместье, в твоем каком-то округе, и возникает такое понимание, как обмен товарами, бартер. Где это все происходит? Это все происходит в каком-то таком культурном виде на ярмарках, когда одни люди привозят один вид товара из своего поселения, а другие привозят другой. И они, устанавливая какую-то свою, условно говоря, цену, я тебе даю, значит, там 50 килограммов картошки, а ты мне за это 2 пары сапог. Ну, примерно вот так вот. Такой был обмен. И в какой-то момент возникает новое сословие людей, задача которых состояла в том, чтобы где-то что-то выгодно купить, переместить этот товар в другое место, там его выгодно продать, купить там выгодно также другой товар, привезти его обратно и здесь его выгодно продать. То есть такие люди, они были всегда на острие того, что хотят люди. Они предугадывали их желания, они тонко чувствовали вот этот вот социум, были постоянно на гребне волны, в курсе всего, последних новостей, и тут можно переводить долго на других моментов. В общем, мы понимаем, что возникла каста торговцев, людей, которые помогали реализовывать товар с разных сторон. То, кому что надо, тому они это и привозили. Говоря о стихии мечи, мы говорим сейчас о людях, которые не занимались ни одним, ни вторым, то есть они не работали на земле, они не занимались торговлей, но при этом почему-то у них в руках были мечи. Для того, чтобы владеть мечом, ты должен был иметь для этого свободное время и достаток, для того, чтобы можно было упражняться с мечом. Как возникла эта каста?
образно говоря, для того, чтобы защищать первых и вторых, в большей степени, наверное, вторых, потому что первые, они вели оседлый образ жизни и занимались хозяйством у себя дома. А вот когда появились длинные-длинные караваны, появились люди с мечами, которые желали захватить эти самые караваны и, ничего не делая, но обладая определенной силой и знаниями, как этой силой управлять, то есть как этим мечом управлять, они отбирали этот товар, они отбирали деньги. Появляется другая каста, которая говорит: а давайте-ка мы будем вас защищать, а вы нам за это будете платить деньги. И задача таких людей состояла в том, чтобы получать знания о том, как управлять тем самым мечом, как управлять тем самым копьем, как вести какие-то сражения, тактика и вот это вот все. И возникла каста воинов, каста мечей, каста воздуха. Как я уже сказал, это отдельная каста, которая занималась обучением и знанием, потому что ты не можешь просто взять, в детстве ты вырос, условно говоря, в селе, либо ты вырос в торговой среде, и тут постичь тебе, откуда бы это ни стало, вот, умение владеть мечом. Этому нужно было учиться. Отсюда, повторюсь еще раз, знание, отсюда у нас стихия мечей. И говоря о кубках, о чашах, мы в большей степени говорим, конечно, о касте религии, тоже когда мы затрагиваем понимание веры в Бога, в нечто неосязаемое, то есть это не первая, не вторая, не третья каста, но тоже сословие людей, которые заняли свою нишу. Почему? Потому что были вещи, которые нужно было объяснять. Мы когда с вами читаем Библию, и даже не берем сами период Средневековья, мы берем период Ветхого Завета, царя Соломона, царя Давида, до них и после них существовали пророки, существовали волхвы. Помните, как мы читали сами о Данииле? Будем еще с вами читать об Иосифе в Египте, который был. И мы понимаем, что были люди, которые занимались чем-то другим, но не тем, чем занимались вот этих предыдущих три касты. То есть они и не воины, они не торговцы, они и не работники земли. Но они как-то жили, и жили в принципе хорошо, а занимались они чем? Тем, что они объясняли людям те вещи, которые их интересовали, но которые нельзя было объяснить логикой какой-то, каким-то пониманием, и возникает как раз это вот понятие веры. Ну, точнее, понятие веры, оно не с ними возникло, скорее они это под себя, ну, если так можно сказать, подмяли, да, либо они вобрали это в себя и возглавили, если так хотите, да, в дальнейшем, там, уже в виде номинальной какой-то религии, вспоминаем и строительство храма, и вообще как одно из колен Израилевых, которое было отдельно выделено, левиты, как то колено, которое не должно заниматься, у них не было своего имущества, они должны не были заниматься никакой работой, кроме того, чтобы служить Господу пред лицом всех израильтян. Вот это и есть как раз вот эта вот четвертая каста кубков. Это если так вкратце поговорить. По поводу знаков зодиака. Мы с вами уже затрагивали, не помню в какой лекции, шумеров, и как раз они нам дали, насколько мы знаем, знания как раз об астрологии, знания о делении года на 12 месяцев, о делении суток на 24 часа, о делении минуты на 60 секунд, часа на 60 минут и много чего еще другого дали, в том числе и знаки зодиака. Это также их изобретение, скажем так. Они, те, кто задокументировал и записал, что Солнце, когда движется по линии эклиптики, в году оно останавливается, ну не останавливается буквально в смысле, то есть оно проходит, медленно проходит сквозь одно из 12 неподвижных, визуально неподвижных созвездий, которые они назвали так или иначе. И не, в большей степени не из-за того, что эти созвездия визуально напоминали рака или напоминали они близнецов или водолея, а скорее потому, что наблюдая за тем, как то или иное животное ведет себя и отождествляя как-то с ним, в общем, люди, рожденные под этим знаком, или процессы, которые происходили в это время, они ассоциировались, повторюсь, с какими-то животными или с какими-то там процессами. И логичнее всего людям было это подать вот в виде понятных им животных. Например, как в прошлой лекции, по-моему, я говорил насчет алхимии, когда в древности не существовало цветной печати, поэтому многие процессы, ну, во-первых, назывались они
именами птиц либо животных для того, чтобы несколько замаскировать данные какие-то явления, процессы, с одной стороны, а с другой стороны для того, чтобы дать понимание, а что вообще происходит. Когда речь идет, я уже говорил, о вороне или о лебеде, то все четко понимают, что если ворон, то это что-то черное, если лебедь, это что-то белое. Если павлин, то это будут какие-то такие радужные цветные разводы. Если, что там у нас, какие еще были, там зеленый лев, ну понятно, да. То есть все у нас упиралось в цвет, потому что в названии этого животного как раз заключался какой-то цвет. Вот здесь похожая фишка, в названии зодиаков присутствовало то, что должно ему соответствовать. Например, если мы говорим о козероге, то это животное, которое всегда будет стремиться идти вперед. Оно вроде тоже из разряда некрупного рогатого скота, вот типа овец, но в отличие от овец, которые были такие более послушные, которые находились вот в стаде рядом, они никуда не отбивались, они вот не зря их овец ввели на заклание. То есть они такие, что за руки взял, повел, по городу чик и все как бы. А козлы, они были такие более свободолюбивые, своевольные, и те, которые шли всегда вперед, шли далеко, могли отбиться от стада. Опять же, одно из явлений козлоотпущения проще было сделать именно с этого козла, козлом отпущения, потому что привязав на него, в кавычках, привязав все грехи данного города, поселения, можно было его выгнать за пределы поселения, и он сам уйдет далеко. Он унесет ваши грехи куда-то за пределы этого поселения. В общем, так, чтобы не отвлекаться долго в эту сторону, от шумеров к нам пришли знаки зодиака, и они, эти знаки зодиака, очень прочно как раз у нас засели и в картах Таро. 4 стихии, которые у нас существуют в картах Таро, и это же 4 масти. В каждой из мастей существует 3 знака зодиака. Может быть, смысл есть их проговорить. Я уже сказал, что мечи это у нас будет водолей, близнецы и весы. Вода это у нас будет рак, скорпион и рыбы. Пентакли, не пентакли, а земля. Это у нас будет, или пентакли, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о знаках зодиака или мы говорим о картах мастях? В общем, земля и пентакли это у нас телец, овен и козерог. И жезлы или огонь это у нас стрелец, лев и овен. А я овна назвал где? Овна перед этим назвал. В общем, я, может быть, уже несколько запутался, но, кстати, справедливости ради стоит сказать, что не все разделяют стихии и масти вот в такой классификации, как я назвал. Кто-то разделяет их по-другому, то есть кто-то называет мечи водой, либо мечи называет огнем. Ну, в общем, я принял ту версию, которая мне ближе всего, и я вам ее сейчас озвучил, что это выглядит вот так. По поводу 4 классов в картах, которые существуют. Что значит 4 класса? У нас есть традиционная колода, которая состоит из 78 карт. Большинство колод именно так и выглядят. И все их чаще всего разделяют на 2 класса, ну, очевидных и понятных. Это старшие арканы и младшие арканы. Но с течением времени выделились у нас в целом 4 таких вот класса. Это старшие арканы, точнее, это, да, старшие арканы, это отдельно тузы, это числовые арканы, те, которые с цифрами идут, и это придворные арканы, придворные карты или королевский двор. И вот если в нескольких словах буквально сейчас быстренько сказать, то старшие арканы, они у нас скорее отвечают на вопрос глобально, имею в виду, почему. А числовые арканы отвечают на вопрос «что?», ну то есть что происходит, а что. Придворные арканы отвечают на вопрос «кто?», это делает, либо над кем это, ну то есть кто. И тузы отвечают на вопрос «где?». Где имеется в виду в какой сфере, в какой стихии, в каком это пласте ложится, да? В земле, в воздухе и так далее.
Но сейчас мы с вами затронем в большей степени это королевскую семью. И тоже стоит сказать, что в традиционных колодах, такая как Уэйтовская и такая же, как Гюстава Дере, королевский двор, он делится на 4 ранга, и здесь они одинаковы с Уэйтом, и начинаются они с пажа, затем идет рыцарь, королева и король. Но в 2 словах стоит сказать, что не всегда так было и так и есть. Во-первых, может паж называться принцессой, рыцарь может называться императором, король может называться не королем, а рыцарем. В общем, некоторая путаница в этом всем существует. Редко, но бывает, когда рангов не 4, а больше. То есть, когда присутствует и паж, и принцесса, и рыцарь, и королева, и король. Вместо пажа может быть слуга, но это не столь суть важно. По большому счету, речь идет в данном случае у нас о степени влияния данного персонажа на ситуацию. И вот здесь как раз стоит подробнее остановиться на королевской семье, и давайте мы как раз будем рассматривать ее классический вариант, который у нас есть в обеих наших колодах. Ну, давайте мы говорим сейчас о колоде Гюстава Дере. Пажи, рыцари, королевы и короли. Давайте я зачитаю несколько моментов, которые я бы хотел, так чтобы мы их не упустили, а точно озвучили. Пажи, они представляют энергию инь, то есть женскую или детскую энергию. Это обычно начало какой-то ситуации, либо самая младшая степень влияния на ситуацию. Они открыты, любознательны, невинны, готовы учиться и расти. Паж любит жизнь и принимает ее. Он полностью погружен в сущность своей масти и живет ее жизнью, не испытывая трудностей, не заботясь ни о чем. Я моменты буду некоторые пропускать, так чтобы нам ускориться. Рыцари – это молодая мужская энергия, или ян. Да, еще момент. В принципе, можно так противопоставить, что паж, видите, мы с вами, независимо от того, что паж может на карте выглядеть как мужчина или мальчик, но это все-таки инь, и это женская энергия. Рыцарь – это у нас будет ян, это мужская энергия, соответственно, королева снова у нас будет инь, и король у нас снова будет ян, да? То есть у нас такие, получается, парные они, как так или иначе. Рыцарь – это молодая мужская энергия или ян, ему не хватает чувства перспективы, который обладает уже король, но он компенсирует это все кипучей энергией. Если мы говорим о королеве, то она представляет зрелую женскую энергию или инь. Она обладает внутренней властью в своей сфере. В сфере ее компетенции находятся отношения между людьми. Она руководит с помощью убеждений, интуиции, окружая заботой и ободряя других. И короли воплощают зрелую мужскую энергию или ян. Обладает внешней публичной властью и полнотой компетенции в своей сфере. Это авторитетная фигура, командир, руководитель, исполнитель и так далее. И стоит сразу сказать, вот смотрите, я сделал такую небольшую табличку, я сюда вынес все наши придворные арканы. И обратите внимание, что есть и слева обозначение мастей, и сверху обозначение мастей. О чем это говорит? Ну, понятно, мы все знаем, что карта делится у нас на жезлы, кубки, вот, пентакли и мечи, но и сами по себе придворные карты, в целом, вот все пажи, это будут пентакли. Все рыцари, это будут мечи. Все королевы, это кубки, и все жезлы, все короли, это будут жезлы. То есть, если мы говорим о короле мечей, то понятно, что он в своей стихии именно король мечей, но он также относится и больше к огненной стихии, то есть он жезловый, да, как своего рода табличка умножения. Представили себе это? Вот. И эти вещи, они достаточно хорошо помогают. То есть мы понимаем, что в целом все королевы, даже королева мечей, да, такая вот грозная, такая вот бой-баба, и то она кубковая, то есть в ней будет больше эмоций. Если мы сравниваем ее с королем мечей, который будет более холодный, рассудительный, прям мечи мечами, но он такой же будет действенный, как, например, и энергичный, рвущийся вперед, как и король жезлов, потому что там присутствует масть огня. Опять же, не все разделяют придворные карты вот по такой градации.
Я придерживаюсь также этой точки зрения и должен сказать, что это пока все, что я видел, этому соответствует и это помогает. Давайте мы вернемся с вами снова сюда. И в целом, если себе представить, а я думаю, для вас это не сложно сделать, потому что все смотрели так или иначе исторические фильмы, если себе представить простой пример, который, по-моему, существует почти в каждой книжке, которая является либо вступлением, введением в мир Таро, или уже какой-то более профессиональной, все так или иначе описывают пир королевский. И достаточно легко себе представить всех участников, которые там есть. То есть есть те, давайте так, начнем сверху. Да, вот есть король, который этот пир закатил. Ну, предположим, там по случаю того, что они завоевали какую-то очередную территорию. Он этот пир устроил, и он восседает на самом главном месте. Рядом с ним сидит королева. У них могут быть, в принципе, визуально троны одинаковые. То есть король сидит, по правую руку от него сидит королева. И во власти короля было этот пир начать, этот пир в какой-то момент оборвать, если ему что-то не понравилось, либо если он посчитал важным его уже закончить, по любой из причин. То есть у него полная степень влияния на данную ситуацию. Он в ней прям находится непосредственно, с одной стороны, с другой стороны, он находится над этой ситуацией, и он ее полностью управляет и контролирует. Сидящая рядом королева, она находится так же, как и король, над этой ситуацией. То есть она при каком-то желании может там встать, уйти, она может шепнуть королю на ушко, а может и не шепнуть на ушко, смотря каких у них отношений. В принципе, просто развернуться и уйти по своим делам, потому что она королева. Ей никто из окружающих, ну, может быть, кроме короля, ничего и не скажет. Поэтому и достаточно его об этом уведомить. Но она не вправе начать этот пир, не вправе его закончить. Она может на него влиять в процессе чего-то, то есть давая какие-то ценные указания, советы, как бы лучше это было все оформить и сделать. Если мы говорим о рыцарях, естественно, что их большинство, но пусть вас не смущает, что их много, представьте, что это у нас... Да, король один, королева одна, но рыцарь, он как бы в колоде один, но фактически это ранг целый рыцарей. И вот рыцари как раз они составляют такой большой костяк. Это те, которые сидят за столом, от настроения которых ощущается весь пир. Они обычно громкие, шумные, они пьют, чокаются бокалами, они могут устроить какие-то соревнования, там, поставить кого-то с яблоком на голове, стрелять из лука или устроить какие-то бои на мечах, в общем, бравада. Какое-то бахвальство, каждый из них рассказывает истории, у всех отвисают челюсти, они слушают просто с разинутыми ртами о том, как они вот брали там очередной какой-то город, и как это все там выглядело, как это было там интересно, замечательно, либо очень страшно и опасно. И рыцари, они в этом плане очень активные, то есть они могут встать потанцевать, они могут, я же говорю, там шуметь, они задают в целом вот какой-то тон этому действу, но они никак не могли повлиять на то, начнется это мероприятие или не начнется. Они не могут, рыцарь не может встать, хлопнуть кулаком по столу, сказать: все, хватит, все расходимся, я хочу спать, или давайте мы переместимся с вами на улицу, вот уже светает, давайте на лис охотиться. Тоже он этого не сделает. То есть есть какая-то определенная свобода, но в рамках этого мероприятия. Уважаемые люди, уважаемые персонажи, и, в общем-то, если что-то от них и зависит, то в пределах того, как этот пир устроен. Есть некий такой коридор, как я вам уже обрисовал. Да, вот себе, еще раз говорю, представьте просто картинку, как ведут себя рыцари. Каждый видел какой-то фильм, сказку, читал книгу и может себе представить, на что они способны. А пажи – это те, кто возле рыцаря, это те, кто вокруг, это, ну, если хотите, обслуживающий персонал. То есть они будут разносить еду, они будут убирать пустые бокалы, если надо, он постоит с этим же самым яблоком на голове. Это те, которые будут молчать, они не будут также поддерживать дух этого всего мероприятия. Их задача, чтобы все работало слаженно и без сучка, без задоринки. То есть это своего рода такие маленькие винтики в большом механизме. Они наиболее незаметные. Ну и если вспомнить королевские эти застолья, в принципе, их никто ни во что не ставил. Принеси, подай, убери, помой. Вот такая их задача. И если ты ее плохо выполняешь, то тебе дадут по шее. А если хорошо выполняешь, тебе вряд ли похвалят. Ты просто должен ее выполнять. Вот и все. И, возможно, когда-то ты дорастешь до уровня рыцаря.
И будешь уже не просто тарелки носить на этом пиру, а в жизни меч за мной, и мне подавать лошадь, и мыть ее, эту лошадь, и чистить в конюшне, и натирать мои доспехи, а ты будешь прилежным пажом, и ты дорастешь до рыцаря. Ну, вот так вот, в виде такого бала, в виде пира мы погрузились в королевскую семью и представили, как она выглядит на примере вот такого мероприятия. И здесь мы понимаем как раз степень влияния каждого из персонажей на ситуацию. Стоит сказать, что в некоторых колодах раньше, в средневековых, или позже, там, в поствикторианской эпохе, и сейчас многие к этому могут возвращаться, но здесь несколько труднее, честно говоря. Хотя вот Дере, колода Густава Дере, Ласкарабелла, они как раз пошли по этому принципу. Значит, на придворных картах, то есть на королевской семье, изображены конкретные персонажи. К примеру, я же говорю, на картах ранее мог быть изображен там, Александр Македонский, из тех, что я что-то запомнил, его, ну или ряд других персонажей, всем известных. Соответственно, люди, знающие биографию такого персонажа, они себе отождествляют его с какими-то определенными действиями, на что он способен, на что нет, как он вел себя в жизни, как политик, завоеватель, семьянин и так далее и тому подобное. То есть это был такой мощный архетипичный образ, который знали все, а если ты этого не знал, то тебе не составляло большого труда, чтобы это выучить. Уэйд же пошел по пути некого собирательного образа. То есть король жезлов, здесь много символики огня и всего остального. И тут уже, конечно, так сказать, дороги разошлись. Тут уже надо действительно работать над этим образом, с тем, чтобы его сформировать, чтобы его представить. И я, начиная со второго урока, уже говорил, что наша задача как раз и состоит в том, чтобы, когда мы разбираем какую-то из карт, то как можно больше узнать о жизни этого человека, посмотреть, как он действовал на основе исторических данных, либо, может быть, художественной книги, как это будет в будущем, составить максимально полный портрет о нем, и это поможет нам в будущих каких-то ситуациях, в практических гаданиях, когда мы вытаскиваем карты, понимать, а мог бы человек так это сделать или нет, вот в этой ситуации. Либо, может быть, вообще ситуация будет схожая, особенно если там речь идет о каких-то взаимоотношениях. Да, мы понимаем, что вот он, скорее всего, поступил бы вот так-то. Он бы там поставил интересы там, предприятия какого-то выше, например, там, каких-то семейных интересов. Ну и так далее и тому подобное. То есть, еще раз, вот такие конкретные персонажи, изображенные на картах придворного двора, нам дают мощный образ и прям такой широкий спектр, ну, в рамках одного человека, конечно, но он широкий, его можно расширять, который нам позволит эту карту потом применять. Что бы здесь я хотел зачитать насчет архетипа короля. У архетипа короля есть две основные функции. Отдавать приказания и обеспечивать плодородие и благополучие страны. То есть это задача короля. По большому счету, как и в императрице и императоре. Задача императора – это идти вперед, это завоевывать, это строить амбары, загоны для того, чтобы туда можно было все награбленное, заработанное, выращенное, туда можно было бы хранить, собирать. То есть его задача двигаться вперед к новым горизонтам, к новым вершинам и обеспечивать безопасность, благополучие страны. Это, в принципе, очень похоже также и, давайте еще проведем аналогию с предприятием, где есть руководитель предприятия, там, скажем, главный директор, он может быть в виде одного конкретного персонажа, может быть в виде совета директоров, но и главная задача как раз стратегически выбирать направление, заключать правильные договора, сделать все для того, чтобы это данное предприятие, фирма, она процветала и двигалась вперед, чтобы она росла постоянно. А вот уже королева, задача королевы, либо задача главного бухгалтера, это там разумно распределять те ресурсы, которые уже накоплены. Он отвечает за процветание своей земли и людей. Если он заболевает или слабеет, или лишается потенции, все это приходит в упадок. Задача короля также появляется перед народом, то есть это публичное лицо. Его чувство собственного достоинства и важности проистекает от того, что его видят. Он несет стабильность, равновесие, радость и жизненную силу. Ну, не будем мы дальше так вот прям... давайте, смотрите, о чем мы поговорим еще. Вот по поводу общего такого, да? По поводу придворной карты. Опять же, справедливости ради стоит сказать, что чаще всего
в раскладах, когда мы говорим расклады на взаимоотношения, то они выпадают, указаны на какого-то конкретного человека, который наиболее соответствует в данной какой-то ситуации, нынешней, прошлой, либо будущей, архетипичному образу из этой карты, которая у нас будет, да? Но не обязательно и не всегда так. То есть она может означать как конкретного человека, она может означать один из аспектов нашей собственной жизни, либо чьей-то, образ действий или отношения к рассматриваемому вопросу, а также роль, которую вы играете. То есть, условно говоря, что человек, либо я, либо кто-то, он будет вести себя подобным образом. Но как таковым он не является. По жизни, возможно, это человек, который больше соответствует пажу кубков. Но вот в какой-то конкретной ситуации он поведет себя вот так, как король жезлов. Также это может означать отношения между вопрошающим и другим человеком. То есть, условно говоря, есть две стороны. Вот сторона А и Б, мужчина и женщина. И как между ними выглядят отношения. И выпадает такая карта. То есть она в данном случае тоже может отражать как раз характер взаимоотношений между этими людьми. Присутствующий в данный момент в вашей жизни духовную или психологическую тенденцию. Рыцарь кубков, например, рыцаря кубков можно интерпретировать как переизбыток эмоциональной энергии, ведущий к волнениям, романтическим ожиданиям. То есть король жезлов, он может также означать, как вот говорят, присутствующую в данный момент или в какой-то длительный период, или период обозначенный, который мы рассматриваем, тенденцию духовную либо психологическую, то есть некий какой-то момент развития или путь развития. Да? Вот, скажем, человек, как я уже говорил, он целый по жизни, может быть, его можно было бы характеризовать с рыцарем кубков, но вот в каком-то вопросе, как будет проходить, например, обучение человека в институте на какой-то специальности, выпадает такая карта, и можно сказать, что человек будет все контролировать, он будет прилежно ставить какие-то себе цели, задачи, двигаться вперед, добиваясь новых вершин и так далее. То есть вот его какая-то стратегия, выбранная на обозреваемый этап участок, может также раскрываться с помощью придворной карты. И также может обозначать событие или ситуацию. То есть, к примеру, паж мечей, он указывает на послание или некое известие, связанное с бизнесом или юриспруденцией. Так же, как король жезлов может, например, говорить о том, что, условно говоря, все под контролем, движение вперед, рост развития. Но, видите, оно все так или иначе все равно вращается вокруг того, что стоит держать в голове конкретного персонажа, конкретный какой-то образ, и просто понимать, что это не только конкретный человек, вот наделенный этими характеристиками, это и ситуация. Но опять же, что значит ситуация? Это ситуация, в которой вот этот человек так бы поступил. Да? Опять же, если мы говорим о саморазвитии на каком-то духовном или психологическом этапе, то это тоже будет тот момент развития, как если бы это делал король жезлов, и как бы он делал в данном случае. То есть все так или иначе сводится к личному, все так или иначе сводится к человеку. Но справедливости ради, можно разграничить вот эти вот моменты, на которые отвечает придворная карта. Не знаю, насколько я нормально все это объяснил, и это стало понятно. Так, тут такое вот тоже я написал. Короли – это влияние, королевы – это отношения, рыцари – это действия, пажи – служение. Опять же, это все тоже очень схоже с тем, что, помните, по стихиям, придерживаюсь той точки зрения, что все пажи – это все у нас в пентакле, это все у нас земля, это все у нас будет что-то медленное, что-то такое неспешное, неторопливое в виде какого-то подчинения и добровольного служения. Рыцари – это у нас будет мечи, это у нас действия, это те же воины, то есть стихия воздуха, движение вперед. Королева – это отношения, а это, соответственно, кубки. Это вот такие вот какие-то уже близкие, личные, либо межличностные отношения. И короли влияния. Влияние тут, конечно, жезлы, тут огонь. В принципе, это... тоже в целом такое, да. Масть жезлов называют также палками, посохами, прутьями, скипетрами, булавами, трефами. По-моему, еще бастон называют. Стихия этой масти – огонь. Она представляет стремление к росту и обычно обозначает вдохновение, благодаря которому сбываются мечты. Желание
пролагающие путь, надежды и чаяния на будущее, питающие практические действия. Кстати, стоит сказать что в целом 4 стихии можно их разделить на 2 группы. Мечи и жезлы поставить в одну сторону, как более активные и действенные стихии, а кубки и пентакли поставить в другую сторону, как более инертные. И если мы говорим о какой-то ситуации, то скорее действия по кубкам и пентаклям происходит как реакция на события. То есть что-то произошло, что-то упало, что-то случилось, кто-то кому-то позвонил, и потом эти ребята действуют. А мечи и жезлы, они действуют для того, чтобы. То есть их действия, они связаны скорее с каким-то внутренним либо осознанием, либо каким-то желанием, стремлением вперед. То есть, еще раз, да, те действуют инертно, что-то случилось, они потом действуют, а эти, наоборот, действуют, потом что-то случается. То есть они являются некой движущей силой, которая двигает вперед процесс, ситуацию самого человека и так далее и тому подобное. Так, в общем-то, наверное, если говорить о такой общей какой-то характеристике введения в мир придворных карт, то, наверное, это все, что я бы хотел сказать. А сейчас давайте мы тогда подробнее уже посмотрим с вами на значения, которые соответствуют. Почему я не хочу сейчас начинать сразу читать Библию? Все-таки больше давайте мы погрузимся с вами, вот как мы начали уже с мира королевского двора, с придворных карт. Сейчас также с вами погрузимся и что писал Уэйт, например, в своей книжечке, хоть там совсем немного. И также какие-то такие общие значения, которые соответствуют карте король жезлов. В остальных других колодах. И потом уже перейдем к нашему персонажу, к нашему царю Иораму и будем смотреть, насколько он вписывается в эту канву или нет. И если да, то в чем вписывается, или нет, в чем не ложится он в эту канву. Что писал по этому поводу Уэйт? Физическая и эмоциональная природа, которой соответствует эта карта, темная, пылкая, гибкая, оживленная, страстная и благородная. Король поднимает цветущий жезл и носит, как и 3 его соответствия в остальных мастях. То, что называется шапкой обслуживания под короной. Я переводил с английского языка. В общем, мы понимаем, что Уэйт просто описывает карту, говорит о том, что король имеет в руках жезл, так же, как и 3 остальные персонажа из его масти жезлов. Он соединяется с символом льва, который красуется на спинке его трона. То есть мы видим там символику льва. И из-за этого, кстати, многие относят его и к стихии, относят его к знаку зодиака лев. Но к знаку зодиака мы сейчас чуть позже вернемся. Уэйт говорит о том, что это может быть смуглый человек, дружелюбный. Почему смуглый? Потому что солнце. Да? Дружелюбный соотечественник, обычно женатый, честный, добросовестный. Карта всегда означает честность. Это уже такие конкретные значения, читать их не будем, они не столь интересны. Потому что у каждого свои значения могут нарабатываться с течением времени, которые существенно отличаются от каких-то номинальных вещей. Вот что можно было бы выделить еще по жезлам. То, что мне показалось интересным и важным, чтобы в целом составить для себя картину без привязки к царю Иораму, а в целом по королю жезлов. Победа по жезлам сравнима с победой альпиниста, покорившего недоступный прежде горный пик. Эту победу ты не забудешь никогда. Теперь она навсегда с тобой. Это то, что ты сделал, смог, сумел, совершил. В этом смысле жезлы – высшая масть. Пентакли можно растратить, кубки можно, как любовь, утратить. Идеи по мечам, они могут просто не состояться. Проколоться в смысле. Но победу, которую мы одержали по жезлам, никто, ничто и никогда не сможет у нас отнять. Она навсегда остается в самой сердцевине нашего духа. Вот тут давайте несколько мы с вами подискутируем на этот счет.
То есть это, я бы так сказал, это некий бесценный приобретенный опыт. Что такое опыт? Да? Это какие-то наши повторяющиеся действия, умноженные на единицу времени. Чем больше повторяющихся действий, или не повторяющихся, чем больше вообще действий в какой-то сфере, и чем дольше проходит времени, тем больше человек приобретает опыта. А вот опыт – это как раз то, чего нельзя отнять. А если мы говорим о приобретении опыта, то рядом с ним непременно идут еще несколько вещей. Идет достижение определенных результатов, идет успех. А с результатами и с успехом очень часто приходит признание и слава. И вот это как раз те вещи, которые действительно отнять невозможно. Это те вещи, которые вечны, нетленны и бесценны. Их нельзя купить, их нельзя как-то заработать, их можно только, заработать имею в виду, вы понимаете, да? Их можно только приобрести путем каких-то своих усилий, действий, работы над собой. И неважно, это что-то, какой-то внутренний рост развития, либо это какие-то внешние высоты, как здесь автор сравнивает это с альпинистом, который для того, чтобы подняться на самую высокую точку мира, должен много и усердно тренироваться. Невозможно, чтобы человек вот так вот с улицы, я, например, да, который не умеет там вязать узлов и в альпинизме вообще ничего не смыслит, вот просто поехать сейчас и подняться на гору, и при этом остаться живым, или подняться хотя бы наверх. Я уже не говорю о том, чтобы спуститься. Невозможно. Мы понимаем, что это вот как раз тот путь, который нужно покорить. И этого уже не отнять. То есть это свершилось и все. Это просто нам вполне раскрывает стихию жезлов и в частности короля, потому что это в большей степени сейчас как раз касается именно короля. Появление этой карты, короля жезлов, в раскладе говорит о высокой мотивации и готовности на многое пойти ради достижения поставленных целей. В ее введении героические поступки, завоевания и отстаивание территорий, страстное отношение к делу. В той области, которой касается вопрос, этот аркан описывает исключительную силу желания и готовность выйти из зоны комфорта навстречу испытаниям и победам. И вот здесь, в этом описании, вот ты когда читаешь, если не понимаешь, что это о короле, то очень похоже это на рыцарей. То есть здесь прямо даже странно, что Уэйт его изобразил сидящим на троне. То есть его впору вот так вот было изобразить, этого персонажа. И то здесь, да, он хоть и с жезлом, но такой скорее номинальный жезл, который нас несколько должен отождествлять с этой картой. То есть больше ты, когда читаешь, думаешь про рыцаря, то есть какой-то персонаж, который движется вперед, который решительный, активный, действенный, который способен на героические поступки, завоевания, отстаивание территорий, страстное отношение к делу. То есть все указывает нам на человека, который постоянно в движении, постоянно в каком-то в действии, ни днем, ни ночью не знает покоя. И, скажем так, кинематограф вернемся несколько позже, но сразу можно было бы сказать здесь о современных персонажах, которые часто, глядя фильмы с ним, ты до конца не понимаешь, а он вообще король жезлов, либо он рыцарь, потому что короли жезлов, они очень похожи на рыцарей. То есть тот же Брэд Питт или Том Круз, которые в своих фильмах занимают ведущую главную роль, они контролируют ситуацию, и по всему можно сказать, что они короли, но ведут они себя так же, как и рыцари. То есть они постоянно в движении, они что-то решают, они куда-то бегут. Даже если это не боевик, то это вот такое активность. У них есть какая-то цель, желание, завоевание, отстаивание. И это очень похоже на рыцарей. И, соответственно, отсюда, понимая, что это рыцари, немножко так подмешивается стихия воздуха, стихия мечей, где-то может проскальзывать. Ключевая способность осуществлять собственные желания и видения, приводить планы в жизнь. Королю жезлов свойственно честное и порядочное отношение к окружающим при всех его амбициях и яркой харизме. Он сознателен и прям. Он прекрасный союзник. Вот, кстати, момент, который на что стоит обратить внимание, что в прямой карте, в позитивном прочтении, данный персонаж, несмотря на всю свою яркость, амбициозность, харизматичность, он может за словом не лезть в карман, он может там как-то резко сказать, и он явно понимает себе цену и на какой высоте он стоит и чего он достиг.
Но при этом это не значит, что этот человек будет каким-то мелочным, или он что будет действовать из-под тишка, или что, наоборот, он преисполнен благородности, человек, который преследует какие-то благие цели и намерения. То есть ситуативно, я же говорю, он может себя повести вот так, но в целом на каком-то длительном отрезке времени, ты понимаешь, вы, я думаю, тоже такие фильмы встречали, когда вот нас начинают знакомить с персонажами, и он выглядит там, ты понимаешь, что он до чего-то дорос, достиг какого-то уровня, и тут его сталкивают там с другими героями из фильма, а он как-то так фыркает, что-то резко отвечает, и у нас сразу такая, ну так вот ты какой, да, такая вот, ну все понятно, там, человек такой с червоточинкой. А потом на протяжении фильма ты понимаешь, ну как бы да, с червоточинкой, но это такое что-то скорее как отголосок из-за его вот этого положения, но в целом человек ведет себя благородно, честно, он никого не подставил, он не подкупил, у него есть какие-то свои принципы, четкое понимание, как стоит себя вести. И вот вначале как бы одно впечатление, потом немножко подпортилось, а потом перекрылось поверх и одного, и второго, ввиду вот этого еще отношения к людям, к жизни, к другим. То есть он может врагу там протянуть руку, например, да, если этого потребуется. То есть именно благородство такое ощущается. Это прекрасный союзник, его совет и помощь могут оказаться чрезвычайно полезными. Король жезлов – это подарок жизни. Человек, помогающий нам выпрыгнуть из нашей старой кожи, открывающий новые горизонты и продвигающий вперед. Вот почему вообще так, мы дальше, когда перейдем с вами в зодиакальный дом, будем читать о том, какой знак зодиака больше соответствует королю жезлов, мы будем также этот момент с вами проговаривать. То есть человек, который вот он открывает новые горизонты, он двигает вперед. То есть, опять же, что такое огонь? Да? Огонь – это то, что движется очень быстро, то, что пожирает постоянно новые территории. Вот покуда есть топливо, покуда будут сложные дрова или сухая трава, этот огонь будет постоянно двигаться вперед, он будет захватывать новые территории, он будет заходить за линию горизонта. И он будет мотивировать так поступать других. Ну, может быть, не совсем позитивный пример, но все же, когда горит огонь, и животные бегут вперед. То есть даже стихия Пентаклей, медленная, которая была бы там себе где-то на лужайке паслась, и то она вынуждена двигаться. То есть он всему даст движение. Повторюсь, пример негативный, но он так мне в голове резко стрельнул. Я думаю, что со временем, может быть, что-нибудь и попозитивнее найдется. Это больше, чем просто крепкий мачо. Это self-made man. То есть это человек, который сделал себя сам. Ну, для меня Энтони Хопкинс, я когда смотрю с ним фильмы, то он для меня в большей степени, во всяком случае, он так в основном оставляет типаж короля кубков скорее. Но вспоминая некоторые из его ролей, например, знакомьтесь, Джо Блэк, там, где он в роли очень состоятельного человека, который достиг больших высот, уже несколько пожилой, но еще вполне себе крепкий и здоровый. Кстати, вот тоже, несмотря на возраст, короли жезлов, они такие вот остаются постоянно с хорошим здоровьем и физически, и ментально, и морально. Их ничем нельзя сломить, срубить, свалить. То есть такие вот двигатели, локомотивы своего рода. И там человек, который сделал себя сам. То есть ему не досталось это по наследству, если и было там какие-то задатки от родителей, в общем, это человек, который построил империю, можно сказать, почти с нуля, и он сделал себя сам не только в этом плане, то есть не так, что вот он там в карьере, я сейчас про Энтони Хопкинса говорю, достиг всего, а дома он просто там какой-то неудачник. Нет, он как бы со всех сторон, он именно сделал себя сам, он слепил себя со всех сторон. Он и высокоразвитый духовно, и у него есть какие-то свои правила, принципы. Вот почему именно к нему эта смерть в виде Джо Блэка, в виде, который играет Брэд Питт, почему именно к нему пришел, да, потому что, как он тогда говорил, мне там и твои слова запомнились, и как бы ты яркий представитель людей, вас, да, которые тут живут. И вот он хотел как бы побыть с ним в его там последние дни и с ним больше познакомиться, с его там какими-то принципами. Вот это как раз есть self-made man, человек, который сделал сам себя. Возможно, вам попадалась картинка, я, к сожалению, только сейчас о ней вспомнил, было бы неплохо ее найти.
картинка, которая часто маячит там, в Пинтересте, в соцсетях, в Инстаграме, где-нибудь еще. Она визуально изображает мужчину, который от пояса и выше выглядит таким себе атлетом, Аполлон, накачанный, мускулистый, очень рельефный, а нижняя часть, от живота там и ниже, такой толстяк огромный, просто там килограмм 200. И у него в руках, у этой верхней части этого накачанного, подтянутого и молодого, у него зубило и молоток. И он как бы сам себя, из самого себя создает статую лучшего себя. Вот этот, наверное, образ можно было бы применить к self-made man. Он абсолютно независим и живет с полной внутренней ответственностью за свои решительные действия. То есть это человек, который не то чтобы он прямо контролирует что-то ситуативно, а скорее контролирует в целом по жизни. Уже говорю, этот Энтони Хопкинс. Если не смотрели, посмотрите фильм Джо Блэк. Вот вполне этот образ соответствует королю жезлов. Он не так наивен, чтобы считать, что может целиком контролировать поток жизни. Для него не важно, откуда он происходит, куда важнее, куда он направляется. Да? То есть человек не копается в прошлом, человек смотрит в будущее. Мне не важно, были мои родители бедными, или были они интеллигентными, или кем бы они ни были. То есть у меня есть свой путь, я смотрю вперед, я хочу двигаться вон туда, я вижу определенную точку, я к этой точке приду. Он чрезвычайно умен, это деятельный политик, преуспевающий предприниматель, прирожденный лидер, руководитель и вожак. Кстати, стоит сказать, что в целом сфера политики на сейчас, она в большей степени как раз соответствует стихии жезлы. Конечно, к сожалению, современная политика у нас ассоциируется с не очень приятными моментами, но если мы говорим в таком рафинированном виде о политиках как о тех лидерах, которых в истории можно сосчитать на пальцах одной руки и которые действительно могут вести людей за собой, зажигать в них внутренний огонь, энергию, как мы уже читали о короле, и как локомотив толкать их вперед, но они и сами являются такой личностью, и этот огонь распространяют на окружающих. Он блестящий стратег, но это вдохновенная и творческая стратегия, а не сухой расчет в чистом виде. Вот здесь, кстати, главное отличие, наверное, будет между мечами, потому что по мечам, по королю мечей, это больше, конечно, стратегия. Это логика, это разум, это отсутствие эмоций. То есть если это будет стратегически правильно, выверено, то не надо, чтобы у меня прям внутри что-то горело и хотелось. Мне достаточно понимания того, что так будет хорошо, или так будет правильно, или так я смогу достичь такого-то результата. Вот так действует король мечей. А король жезлов, здесь должно быть обязательно и вдохновение, и творческая стратегия. То есть не просто вот такие сухие цифры. Он невероятно работоспособен и энергичен. Да, то, что я говорил уже, его отождествляет с рыцарями. Он настоящий царь. И, кстати, вспоминая этого же Энтони Хопкинса из фильма «Джо Блэк», несмотря на его возраст, несмотря на то, что у человека завтра день рождения, он сегодня уже летит куда-то, он решает какие-то свои дела. И даже в тот момент, когда он узнает о том, что ему осталось жить не так уж и много, когда он понял, что Джо Блэк – это тот самый Джо Блэк, который пришел за ним, чтобы его забрать, он ведет себя так, как ни в чем не бывало. То есть он все равно видит, что будет еще завтрашний день, и, возможно, еще будет послезавтрашний день, и есть куча дел, которые надо завершить и успеть. И вспоминая вот эти все моменты, которые он там хотел закрыть, решить, кому оставить компанию, кому не оставить, ему было не безразлично вот эта эмоциональная составляющая. А с кем там останется дочка, за кого она выйдет замуж. То есть не включалась у него логика, одновременно вот эта порядочность, благородство, такая порода какая-то чувствует в человеке. Причем не по унаследованию, а по приобретенности. То есть представьте себе такого некого земного персонажа, скажем так, в виде Будды, в виде Иисуса Христа, но которого вы облачили еще в какие-то такие приземленные понимания того, что это там предприниматель, или это какой-то политик, или какой-то деятель. То есть и всесторонне развитая личность, и при этом который вот себя там с низов взрастил, создал, и вот он такой сейчас.
Он обладает огромной силой, и его пламя пылает без всякой поддержки извне. Он олицетворяет стопроцентную верность самому себе. Вот тоже момент, он пылает без всякой поддержки извне. Это, опять же, говорит о внутреннем огне. То есть ему не надо какая-то мотивация внешняя. Он сам является этой мотивацией. Его исключительная особенность заключается в том, что у него нет определенного принципа. Это воля ради воли, намерение ради намерения. Он действует не из воинственности и не из жадности, и не подвержен сентиментам, а потому нащупать его слабое место очень трудно. То есть действительно, порой о таких людях можно просто сказать, что он действует потому, что так действует. Ну, характер у него такой. Ну, почему он так поступает? Ну, потому что. Потому что он масть огня, стихия огня. Что ты с него возьмешь, да? Вот он захотел, он так и сделал. Вот загорелся, он и сделал. Только стоит подумать о том, что король жезлов – это та стихия огня, который смог направить свое желание, свое неуемное стремление в какое-то русло определенное, которое стало его двигать вот туда. Это не паж, который с этой жердочкой в пустыне, я тут Дубай построю. Последствия могут быть как положительными, так и отрицательными. Ну, понятно, да? Огонь – стихия, которую, как, кстати, и все в нашем мире, имеет две стороны медали, палка двух концов. То есть огонь может нас согревать, а он может сжечь дом. Поэтому карта в перевернутом значении, конечно, может так же, как он страстно зажигал других, как он влек за собой, он также страстно может и погубить этих других людей. Достигнутое его не удовлетворяет, он хочет большего, ибо боится, что не стремясь к большему, потеряет и то, что имеет. Вот это тоже одна из моментов, одна из особенностей, отличительных черт короля жезлов, о чем стоит всегда помнить. Как, в общем-то, и в целом о всей масти жезлы, огонь. Это то, что огню всегда мало, он никогда не остановится. Он всегда будет двигаться вперед, и неважно, сколько человеку лет. Опять вспоминаю этого Энтони Хопкинса. В общем, смотрите, Джо Блэк. Сколько бы человеку ни было лет, и какой бы он ни достиг высоты, он будет идти вперед снова, снова и снова. Король жезлов в равной мере амбициозен и великодушен. Да, то, о чем я говорил. То есть у человека могут быть там какие-то амбиции, он может себя там прям возносить, справедливо понимая, кем он является и чего он достиг, но при этом может быть и великодушным. Он горд и щедр. Тоже такой момент, да, вот такие какие-то вещи, они, кстати, очень часто привлекают, и режиссеры любят, киношники, пользоваться этим противопоставлением. Это не то чтобы прям противоположности, да, не черные и белые, не красные и зеленые, но какие-то вещи, которые близко, там, красные и синие, да, вот такой какой-то контраст, он приятен одновременно, как холодное что-то и горячее, то есть вот он одновременно и гордый, но при этом щедрый человек. Он одинаково глубоко уважает себя и других. В представлении современной тарологии это взрослый мужчина, представитель огненных знаков зодиака. Овен, лев, либо стрелец. Начальник, покровитель, обладающий определенным социальным статусом, которого добился своими силами. Еще один намек, что это что-то, если это король, то это не тот король, которого посадили на трон, или который даже, как по мечам, завоевал его, а скорее, который утвердился на нем, которого, может быть, он и унаследовал его, но унаследовал как трон, который, знаете, как предприятие убыточное, которое вот-вот разорится, а он смог его сделать не то, чтобы выйти на уровень безубыточности, а еще чтобы на доход давал. Мало того, еще потом империю на этом всем выстроить. Мы сейчас сразу с вами перейдем в раздел 9 зодиакального дома, но вот видите, что и я, конечно, такую информацию неоднократно встречал, не все однозначно разделяют, а что уж там говорить, если не все однозначно разделяют, к чему относится меч, к воздуху, к воде, даже такое бывает, либо к огню, то что уже говорить о том, к чему отнести короля жезлов. То есть понятно, что это огонь, да, но вот у нас есть три огня. Это Овен, это Лев, это и Стрелец. И тут мнения расходятся.
Кто-то, ссылаясь на то, что здесь изображен лев, говорит, что это значит лев. Кто-то овен, потому что он такой прямолинейный, вижу цель, не вижу препятствий. И вот это значит овен. Ну, давайте посмотрим. Я, опять же, не лично мое мнение, но из прочитанного, из ранее усвоенной информации больше соотношу короля жезлов со стрельцом. Стрелец как тот вид огня, который наиболее, не то чтобы прогнозируемый, скорее наиболее обузданный, я бы так сказал. Да? Это не тот первобытный, неконтролируемый огонь, как по Овну, не тот такой вот лихой шашка на голову. Для меня Овен – это в большей степени рыцарь жезлов. То есть это вот тот именно персонаж на лошади. Здесь все-таки человек на троне. Это подразумевает определенный статус. Хотя да, я и сам это неоднократно сегодня уже говорил. И мы с вами слышали, что короли, они жезлов очень похожи с рыцарями. Они до конца своих дней. Он будет дедушка там уже седой, он будет живчиком. Он будет постоянно идти вперед, постоянно двигаться. Но уже совершенно с другим статусом. У него будет понимание стратегии, видения. Под его влиянием и управлением находятся люди. Он за них отвечает. И вот тут я склоняюсь к тому, что это стрелец, даже не лев. Лев это больше что-то семейное. Я бы это отдал все-таки в раздел королевы, там где все королевы, у нас, помните, да, женская энергия, инь, это все у нас будет кубки. А стрелец, это у нас, если мы говорим о старших арканах, то это у нас будет дьявол. Это у нас будет стрелец, это у нас будет тот самый огонь, завоевание территорий, движение вперед, стратегии, взгляд в будущее, далеко, умение вести за собой людей, зажигать там большую территорию. Тут можно было бы еще провести аналогию еще в целом, как... Кстати, момент тоже, да, что мы на одной из лекций, может быть, даже на прошлой говорили о том, что помните число 3, на прошлое это было, да, что любая из важное число, которое стоит запомнить, оно магически не зря считается. Все в нашей жизни так или иначе связано с этим числом. Утро, день, вечер, да, начало нашей жизни, середина жизни, конец жизни. Любое дело, любое развитие ситуации можно также разделить на 3 этапа. И все ложится в эту канву. Также и со знаками зодиака. Вот этих есть 3 типа развития. Если мы говорим про огонь, то это 3 типа развития огня. Овен, лев и стрелец – это также 3 разных огня. И вот стрелец – это тот будет вид огня, который будет захватывать наибольшее количество территорий, влиять на самое большое количество людей. Он будет наиболее оккультурен, наиболее управляем. И это можно сравнить с подсечно-огневым земледелием, когда люди выжигали большие территории для того, леса каких-то посадок, лесополос, для того, чтобы не обрабатывать землю, а захватывать новые территории. Опять же, захват новых территорий, да? Движение вперед именно вот таким образом. Потому что лев это скорее огонь, который взят человеком и сохранен человеком. В домашнем очаге, в своей пещере, у себя дома, огонь, который поддерживается, который контролируется, но в рамках дома, в рамках твоего узкого круга, твоего семейного очага. По Овну это скорее нечто неконтролируемое, это что-то стихийное, природное, как вот этот овен-баран, который, да, то есть бьет молния, зажигается дерево, и вот этот огонь какой-то. То есть вот он такой стихийный, одновременно быстрый, повторю снова это слово, неконтролируемый, непонятно, когда он появится, снова, вот он только что был и исчез. Загорелось дерево, успел ты там ручки погреть, мяско пожарить, вот и все. Следующая стадия, я уже говорил, да, этот огонь, суметь его принести и сохранить и поддерживать его. А вот уже стрелец – это с помощью этого огня, это уже контроль над огнем, это управление этим огнем. С помощью этого огня захват новых территорий и в целом, ну, как если так можно сказать, оседлать этого коня. То есть вот есть дикая лошадь, ее нужно там словить, обуздать, оседлать, объездить. И еще потому что
чтобы эта лошадь дала потомство, и у тебя были такие уже оккультуренные лошади. Вот это можно с лошадьми сравнить. Так вот, этот огонь – это взять его уже к себе на службу, взять на свое вооружение, но при этом не исключая стихии самого огня, и то, что он может и из-под контроля выйти, если карта будет перевернутая, но все же движение вперед. Итак, давайте сами читать, что здесь немного сегодня я выделил насчет чего? Насчет 9-го зодиакального дома. Символические управители – Стрелец, Юпитер, в заточении Меркурий. 9-й дом представляет третью фазу развития «Я». Помним, да, что у нас Овен – это был «Я», Лев – это также «Я», а вот Стрелец тоже «Я», но это уже третья фаза, третья ступень развития. Его идеал, то есть то, каким человек хотел бы быть. Он даже еще может им не являться, но тоже, да, вот эта стратегия. Я смотрю вперед, я двигаюсь к своему лучшему «Я». Я вчера был таким, а завтра я буду таким. Сейчас я вот такой, но я иду туда. Характерным признаком 9-го дома является качественная перестройка картины мира. Тоже такой немаловажный момент, который очень хорошо ложится в канву всех королей. Качественная перестройка картины мира, происходящая всегда с определенным внутренним напряжением и плохим пониманием происходящего, хотя бы временно. Традиционная астрология относит к 9-му дому высшее образование, религию и философию. Тут стоит, мы хотя еще дьявола сами не разбирали, но стоит уже об этом упомянуть. Дьявол у нас 9-й дом, он противопоставляется 3-му, противоположному дому. Это у нас близнецы, и знак карты Таро это у нас будет Иерофант. Помните, там тоже у нас было образование, тоже религия, но такое скорее общее, скорее для всех. Если путешествие, то это такие вот дом, работа, работа, дом, либо там дом, школа, какая-то ближайшая. А дьявол, либо 9-й зодиакальный дом, это несколько противоположно, это уже не общее, а что-то личное, конкретное. Если учительство, то конкретно для меня. Если религия, мы сейчас будем читать, да, то это что-то больше мое личное. Это не такое, как у всех, а это что-то такое вот обособленное. Если это образование, то это туда, далеко, вперед, это высшее. Это можно там за границу поехать учиться, в Оксфорд или там какое-то в другую страну, например, да, или в целом высшее образование, имеется в виду что-то далеко от дома. Традиционная астрология относит к 9-му дому высшее образование, религию и философию. Это справедливо, пока восприятие этих дисциплин ведет к перестройке картины мира человека. То есть пока вот это все меняет восприятие, меняет мир. Почему? Потому что огонь. Огонь не может остановиться. Остановка равно смерть. Это как акулы. Акулы все время в движении. Когда-то я смотрел передачу или читал, уже не помню. То есть они, когда даже спят, они в движении. Они не могут остановиться. У них так устроен организм, останавливаются и умирают. Огонь тоже. Огонь, если мы говорим о том, что огонь замер, то это значит не огонь. Значит, он, если сейчас замер, то он затухает и потухнет. Он должен все время двигаться вперед, захватывать, расширяться. Соответственно, вот по 9-му дому, что еще раз пишет автор на своей Солом подводной, что восприятие высшего образования, религии и философии справедливо, пока это восприятие ведет к перестройке картины мира человека, пока это все меняет. Как только это уже поменялось и устаканилось, все, это уже переходит в 3-й дом, в либо какой-то другой дом. И то же самое относится к путешествиям в дальние края и освоению, тут, внимание, запомните, чужих культур. По 9-му дому идет религиозность в том ее виде, которая наиболее понятна неверующим. То есть по 3-му дому. Помним, да, это такое что-то традиционное, понятное для всех, открытое для всех, а по 9-му тоже религиозность, тоже религия, но которая наиболее понятна противоположности неверующим, атеистам. То есть это религиозная философия, религиозные идеалы, религиозное самосознание и картина мира. По нему же идет социальная групповая этика, то есть принципы взаимоотношений между людьми, принятие в коллективах, к которым принадлежит человек. То есть такое социальное явление, огонь, стихия и жезлы социальные, то есть они не будут закрыты в себе, не будут замкнуты, им непременно надо покорение других людей, покорение высот, влияние на умы и вот это вот все.
В религиозной картине мира Бог представляется многоликим. Обратите тоже на это внимание. Обладающим разнообразными внешними и внутренними проявлениями и регулярно направляющим жизнь человека в ту или другую сторону. Во всех зодиакальных домах присутствует понимание религии и то, как человек в ней себя раскрывает, формирует или отождествляет. В 9 доме, то есть если это и мы и говорим о религии, хотя я же говорю, помните, это у нас стрелец, и это же у нас дьявол. То есть это не исключает религии, это не является противоположностью религии. Это религия, но несколько своя. То есть Бог представляется многоликим, разнообразные внешние и внутренние проявления. И может еще и менять направление человека, либо страны, если ты руководитель страны, в ту или какую-то другую сторону. Расширение сознания и перестройка картины мира на 4, на высшем уровне идет постоянно, потому что огонь. Человек все время учится и всегда дает возможность духовного развития всем, находящимся в связи с ним. То есть истинный, видим мы, огонь и истинное поведение короля, который, развиваясь сам, помните, как там, и все, кто рядом, он движет их туда же. Горящий лес, плохой пример, заставляет животных бежать туда, куда горит лес, в ту сторону, да, и тем самым расширять ареал обитания и так далее. Вокруг него возникает очень сильное энергетическое поле, в котором гораздо отчетливее и легче развязываются кармические узлы. Изучение этим человеком чужой культуры влияет не только на его собственную, но и ведет к установлению связи между соответствующими эгрегорами и дает им новые силы и возможности дальнейшего развития. Вот это вообще интересно, и мы сейчас к этому будем прямо уже переходить к нашему королю и посмотрим, как у него это отыгрывается. То есть мы уже говорили с вами только что, да, о религиозности, а тут также речь идет о том, что по королю, давайте так, не по королю жезлов, по стрельцу, по 9 зодиакальному дому, просто я четко вижу соответствие с королем жезлов, что если мы говорим о религии или о культуре, что очень часто могут быть тождественные понятия, что человек, изучая что-то чужое, то есть захватив новую территорию, огонь захватил новую территорию, и он влияет не только на его собственную, но и устанавливает связь между соответствующими эгрегорами. То есть, если есть ислам и есть христианство, то это будет что-то общее, мы что-то отсюда возьмем, а что-то отсюда возьмем и сформируем что-то свое. Помните, до этого мы читали, что в религиозной картине мира Бог представляется многоликим, обладающим разнообразными внешними и внутренними проявлениями. И здесь мы снова видим, что захват этих чужих территорий, постижение нового культурного слоя, новой какой-то религии означает не то, что мы уничтожим эту религию, и мы от нее закроем себя и построим стену. Нет, наоборот, это будет принятие и возможность поделиться. То есть я у тебя возьму и еще и тебе отдам. И в итоге это дает новые силы и возможности дальнейшего развития. Проработка 9 дома дает глубокое постижение чужих эгрегоров и способность к созданию синтетической культуры, религии, философии. То есть все предыдущее прочитанное относительно религии либо культуры может создать нечто то, чего не существовало раньше, путем симбиоза одного и второго. И даже говорится о том, что может быть синтетическая культура. Что такое синтетическая? Не та, которая естественным, природным образом возникала. Люди издревле, например, видели какие-то природные явления, они этого боялись и понимали, что за этим стоят какие-то высшие силы. И вот они поклонялись какому-то божеству. У кого что болит, как говорится, да, у кого были засухи, то значит дождь был самым главным и ожидаемым. У кого наоборот ветры поражали, то значит Бог ветра, нужно было его ублажать и молить и просить, чтобы он не присылал такие какие-то ураганные ветра. У кого не хватало солнца, понятно, да, о каком мы Боге говорим. То есть это какие-то природные такие вещи. А здесь синтетические, то есть это синтетические, может быть такое не совсем культурное слово, но это уже что-то такое больше оккультуренное, то есть когда симбиоз одного эгрегора, второго и третьего
расширяет твои границы. Огонь много захватил теперь территорий. Он не только у тебя дома в очаге горит по льву, а он стал гореть и у тебя в Израиле, и в соседней стране, в Ханаане, где-то в Египте начал гореть, и оттуда идут вот эти вот поступают знания, поступает культура, идет какое-то смешивание, захват тех территорий и восприятие той культуры. Это неизбежно идет по 9 дому, по Стрельцу. Поверхностное отношение дает эклектичную картину мира и мировоззрения. Эклектично имеется в виду смесь, да, того. Вот так вот. То, что касается 9 зодиакального дома. И не знаю, если вы не согласны с тем, что это очень похоже будет на короля жезлов, то, о чем мы читали только что, помните, и по тексту Уэйта оригинальному, и по другим каким-то общепринятым канонам, что ложится вообще в канву у нас короля жезлов. Как по мне, то тут вообще сложно где-то уловить границы между тем, когда мы читали про короля жезлов, вот обычно, стандартного, а когда мы читали про 9 зодиакальный дом, про Стрельца. Как по мне, это прям дополнение одного и второго. И давайте теперь, знаете что, мы не будем с вами читать значения, это мы оставим на потом, а мы сейчас с вами перейдем как раз уже непосредственно к карте Иорам. Как я уже говорил, открыв и почитав вообще, что о нем известно, я взялся за голову. Думаю, составитель Лос Карабео, то есть, а почему этого персонажа? О Соломоне было мало известно, а о нем и того меньше. Мало того, персонаж, мягко говоря, не очень выглядит. Но тем не менее, давайте почитаем о нем, что нам известно. Так. Значит, Иорам. Небольшая предыстория. В этот момент существовало два еврейских государства. Северное государство Израиль и южное государство Иудейское, Иудея. То есть вот этих два государства, куда входило в целом 12 колен. Они были разделены, и долгое время они и при Давиде были разделены, и вот при потом ряду царей тоже они были разделены. Мы сейчас читаем об израильском государстве. И вот, значит, Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии. Самария – это столица израильского государства, тогда как Иерусалим – столица иудейского государства. Значит, он воцарился там в 18-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал 12 лет. И вот тут важно. «И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них». То есть вот мы читаем вначале о том, что он воцарился, царствовал 12 лет, и буквально со 2 стиха все сразу делал неугодное в очах Господа. Не так, конечно, как его отец, он, в принципе, статую Ваала убрал, но все равно он делал неугодное в очах Господа. И прочитав это первое, я думаю, и что вообще я должен рассказывать про этого короля жезлов? Ладно. Что-то мы-то вытащим с этого. И вот тут дальше стоит, знаете, о чем рассказать. Происходит событие определенное. Пока был его отец Ахав у власти, значит, царь Моавитский платил дань израильскому царю. А новый царь воцарился, и тот подумал, а что мне вообще платить? Все, батя его уже умер, смысла мне платить дань, не буду платить. Наш нововоцарившийся Иорам думает, надо что-то делать, надо же эти деньги откуда-то брать. И что, значит, и выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал осмотр всем израильтянам. И пошел и послал к Иосафату, царю иудейскому.
Куда он послал? К царю иудейскому. То есть напоминаю, что он в Израиле, в Израиле воцарился, а это в южное государство. Вот там, видите, там свой царь. И он отправляет к своему, не совсем соплеменнику, к своему соседу, да, в соседнее государство. Один народ, но соседнее государство. Что он ему отправляет? Сказать: царь Моавитский отложился от меня, пойдешь ли со мной войною против Моава? Он сказал: пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. Видим, да, он отправляет, возникает какая-то сложная ситуация, буквально сразу, только он воцарился, сложная ситуация. Царь отказывается платить дань, и он договаривается с соседним государством, царем, вместе выступить и пойти против них войной. Уже можно сказать о нем как о стратеге. Он думает не о себе, он думает о государстве, он думает о том, как снова получать деньги, потому что, на секундочку, этот царь Моавитский по 100 тысяч овец и по 100 тысяч нестриженных баранов отправлял каждый год. Цифра не маленькая. То есть мы его видим здесь как стратега, как царя, который думает, еще раз говорю, о своем народе и движется вперед. И сказал: какую дорогу идти нам? Он сказал: дорогою пустыни Эдомской. И пошел царь Израильский, то есть наш Иорам, и царь Иудейский, и царь Эдомский. То есть есть еще третье царство. Здесь они как-то что-то об этом не упомянули, но я не поленился залезть в историю, посмотрел. В какой-то момент и Эдомское, небольшое совсем, в отличие от израильского и иудейского государства, небольшое такое государство тоже отделилось как отдельное. То есть это все, еще раз говорю, один народ, это все евреи, но вот три отдельных государства. И, значит, они пошли через землю Эдомскую, и царь Эдомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. Ничего так об этом не сказали, да, мол, царь, что они сказали там нам сразу? Делал неугодное в очах Господа, все. Но тут мы видим, он идет это не просто на войну он идет, так сказать, мы опустим там, что будут кого-то убивать, мы сейчас говорим, он как царь себя ведет, который хочет для своего народа блага. Он смог договориться с одним соседом, со вторым даже и не сказали, вроде мы через их землю пошли. А что же вы уже втроем выступаете? Они втроем дальше идут? Кого-то заслуга. Понятно кого, да? Коль мы читаем, что это надо Иораму, значит его заслуга. Значит он смог собрать весь народ, объединить все 3 царства, всех евреев собрать, чтобы они пошли к этому царю Моавитскому. С другой стороны, тем, что больше всех надо, он же платил только царю израильскому, а вам-то с этого какая выгода? Но он смог так договориться. То есть это еще говорит о его... кстати, очень хорошо это вяжется с королем жезлов, то есть о его способности влиять на других людей, зажигать других людей и повести за собой людей. Даже те, которым это вроде бы и не надо, они за ним идут. Идут. И что? И, значит, параллельно вместе с Иорамом существует пророк в той же земле, Елисей. Все вы слышали так или иначе про пророка Илью, которого Господь забрал на небо на колеснице. Так вот, Елисей – это его ученик, единственный человек, который видел, как Господь забирает Илью на небо. Елисей. И он параллельно живет, значит, и существует, в том числе с этим Иорамом. Елисей, как мы понимаем, он праведный, он человек Божий, не такой, как отступник, как Иорам, который делал неугодным в очах Господа. Нет. Но, тем не менее, тут нам тоже важно посмотреть, как развивается и выглядит отношение между Елисеем и этим Иорамом. Значит, Иосафат, когда они пошли этой обходной дорогой, и так получилось, что у них воды нету, еды нету для лошадей, и царь, этот Иорам, наш главный герой, говорит о том, что проблема, теперь настала. Нас Господь завел сюда, заметьте, он не говорит Ваал, он говорит, что рука Господня завела нас сюда, нам на погибель. И Иосафат, это не наш царь, а тот второй,
Он спрашивает у Иорама, а нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского. Израильского кого? Это нашего царя, Иорама. Сказал, здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. И тогда Иосафат сказал, есть у него слово Господне, и пошли к нему царь Израильский, и Иосафат, и царь Эдомский. То есть все втроем они пошли. Пошли они к этому Елисею. И сказал Елисей царю Израильскому, то есть нашему царю Иораму, что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. И сказал ему царь Израильский, нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей сих, чтобы предать их в руку Маава. Интересный момент. А почему он не сказал, а пойди ты к своим богам и у них проси? Точнее, к богам, к пророкам своего бога и у них проси. Почему он говорит, пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей? То есть он делает явное и четкое разделение, что не Иорам им поклоняется, а это отец его и мать его поклонялись тем богам. Хотя, я же говорю еще раз, вспоминая в начале, делал неугодное в очах Господа. Ну, не так, конечно, как отец и мать его, да, но неугодное. Статую Ваала снял, но все равно как бы не вывел Израиль из греха. Но тут даже сам Елисей пророк, хоть он к нему так дерзко относится, но в его словах мы видим, что он не считает, что Иорам имеет каких-то пророков иных, от каких-то других божеств. Вот они же пришли к Елисею. Ой, да, к Елисею, да. И он говорит, что именно в руках Господа предать нам моавитского царя, либо наоборот, чтобы моавитский царь нас погубил. На кого он возлагает надежды? Вот так вот. И сказал Елисей, жив Господь, Саваоф, пред которым я стою, если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Ну, он говорит, что типа не в тебе дело, да, а вот дело в твоем соплеменнике, ну и соседнем государстве. Только ради него я могу с тобой поговорить. И он сказал, мол, идите, Господь все порешает, будет и вода, будет и питье, будет все. И так оно и случилось. Значит, пришли они... Какая там ситуация была? Они все напились, эти лошади, воды, поутру встало солнце, вода стала блестеть, и царь Моавитский, ему показалось, что это не вода, а кровь. И он подумал, сказал, что, мол, 3 царя между собой, они все подрались и поубивали друг друга. Давайте мы поедем и заберем все их богатство. И вот они пришли к стану израильскому, и встали израильтяне, и стали бить моавитян. И те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню, закидали его, и все протоки вот запрудили. В общем, они разбили этого царя, и все, значит, возвратилось на круги своя, в том плане, что будет оплачена дань. Давайте мы так подытожим, без вот этого вот лишнего, да, имеется в виду, зачем шел царь воцарился. Ему не платят налог. Он собирает 3 царей, то есть он, да, еще 2 царя, он собирает всех евреев вместе, первый момент. Второй момент, он просит помощи у Елисея, потому что он полагается на Господа, а не на каких-то других богов. И в конце концов он отвоевывает свое, он делает так, что налог снова этот платится. То есть, если мы говорим о нем как о короле жезлов, как о том, кто делает хорошо для своего народа, кто может сплотить, собрать и двигаться вперед, то это как раз о нем. Так, что еще? Что еще здесь у меня есть? Так. Сейчас мы перейдем непосредственно к самой карте уже. События. Это просто небольшая предыстория. Значит, случается еще следующий момент.
царь сирийский, то есть то был моавитский царь, а тут из Сирии, царь сирийский, он решил пойти войною на израильтян, то есть на израильское государство, там, где живет и правит наш царь Иорам, наш главный герой сегодняшний. Значит, он берет войско, советуется со своими слугами, говоря: в таком-то и таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий, то есть Елисей, к царю израильскому сказать: берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли. Вот это я просто не буду отвлекаться, потому что меня это несколько беспокоит. Помните, он говорил, что вы понимали, между той главой, что мы читали, и новой, ничего не случилось такого, из-за чего бы отношение Елисея к Иораму должно поменяться. Он не стал любить больше Господа, он не сделал ему никакого храма, он ничего не сделал такого, в Библии так, во всяком случае, ничего не записано, чтобы отношение Елисея должно поменяться. И вот, когда мы узнаем о том, что царь израильский хочет идти войной на израильтян, не на иудеев, он же сказал, что я только ради Иоакима вышел к тебе, мол, ты такая паскуда. Он, получается, выходит, точнее, отправляет к израильскому царю вестника о том, что берегись проходить этим местом, ибо там сирияне залегли. То есть вообще, почему тогда он ему помогает? Было бы справедливо, чтобы его сирийский царь погубил, и там бы восстановился какой-то другой царь. Но можно сказать, конечно, что Елисей очень благородный человек. Он такой просто добродушный, такой, как Иисус Христос. Да? Его ударили по правой щеке, а он подставил левую. Но нет. О Елисее, конечно, написано намного больше, чем о Иораме. И он на самом деле совершал много хороших поступков и много чудес, о которых записано в Библии. И воскрешал людей, и кормил небольшим количеством еды огромную толпу, так же, как, в общем, делал Иисус Христос, и много подобных вещей, и вода перед ним расступалась, как перед Моисеем. В том числе, он как-то шел по одному из городов, и выбежали дети, и кричали ему: «Плешивый, плешивый!» И знаете, что он сделал? И он наслал на них медведицу. Вышла медведица и зарвала детей, а их там было ни много ни мало 42 ребенка. То есть вот все прям дети там такие были, каждый из них заслужил того, чтобы их загрызла медведица. Вот так в Библии написано. Я не говорю о том, что Елисей плохой человек. Я хочу, чтобы вы составили некий такой объективный портрет взаимоотношений Елисея и Иорава. И более объективный портрет самого Иорава. Хоть здесь и написано в начале, да, что он делал неугодным в очах Господа, и тут смотрим, Елисей прям так говорит о том, что ты вот такой, мол, и сякой, я бы к тебе и не вышел, если бы не царь иудейский. И с другой стороны, тут же он посылает спустя какое-то время к Иораму, говоря: не ходи той дорогой, потому что там сидит царь сирийский. Где логика? Ищите, читайте между строк. Поэтому мы и читаем между строк, поэтому мы и смотрим на какие-то объективные вещи. Коль он послал к нему, коль он тогда сказал, что иди к пророкам отца своего и матери своей, значит, не все так было однозначно. Возможно, это сейчас не совсем касается темы того, каким мы должны увидеть короля жезлов, но нам стоит раскрыть его портрет полнее, потому что я вначале, когда почитал, думаю: ребята из Лос Карабео, и кого вы мне подсунули, что за персонаж, который делал неугодным в глазах Господа? «И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два». То есть несколько раз было такое, что Елисей предупреждал израильского царя о том, что там, либо в каком-то другом месте была засада с этим сирийским царем. Зачем он это делал? Ладно, это отступление. И, значит, сирийский царь в недоумении, мол, так, сейчас. Да, мол, что такое вообще происходит, из-за чего вообще это все происходит, в чем причина. И ему слуги говорят, что, мол, так и так, там у израильского царя есть пророк Елисей. И вот он видит все заранее, где ты находишься, и предупреждает его. И он говорит тогда своим слугам: тогда пойдите мне, этого Елисея, и приведите ко мне. Они, понятное дело,
отправляют Елисея, но Елисей, как человек Божий, как человек, обладающий магическими способностями, он делает так, что они все ослепли, сирийцы, которые пришли. Они не знали, куда они пришли. Он говорит: а не, Елисей не здесь, я вас сейчас отведу к Елисею. И он их приводит куда? Он приводит их в Самарию, а Самария – это столица Израиля, то есть там, где сидит Иорам, наш царь. То есть вместо того, чтобы как с теми детьми расправиться с ними, он приводит их в столицу израильского государства, в Самарию. «И сказал царь израильский, Иорам». Они почему-то очень часто избегают имя Иорам. «Увидев их, не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустили их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израиля. То есть мы видим, что вот прям какое-то сотрудничество между Елисеем и этим Иорамом, которого Елисей так прям ненавидел. Он хотел их убить, а Елисей его остановил. Видим, что Иорам к нему обращается: «Отец мой», то есть почтительно и уважительно. Но он говорит: ну как бы не ты же их ловил, да? Они, в принципе, с помощью сил Господа пойманы, поэтому ты их напой и накорми и отпусти. Он поступает благородно, хотя мы читали неоднократно другие истории, когда цари жестоко поступали. Но здесь прям какое-то благородство, опять же, да, очень хорошо это вяжется с королем жезлов. Благородство даже по отношению к врагам налицо. На такое способен только великодушный человек. Он их отпускает. Но опять же, если ты поклонялся Ваалу, если ты делал неугодное в очах Господа, то дело уже неугодно и дальше. Нет, он их отпускает. Вот здесь мы теперь переходим к главному событию, которое изображено у нас на карте. После того, то есть спустя какое-то время, хоть это сразу следующий стих, но проходит, мы не знаем сколько, может 5 лет, может год, неважно, но уже другой царь оказывается в Сирии, и собрал Венадад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. То есть приходит спустя какое-то время другой царь и берет в окружение город Самарию. «И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и 4 часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра». То есть это невероятно большая цена, я ее не переводил, но сложно с чем-то сейчас сравнить. В общем, очень дорого, то есть как если бы можно было машину купить за эти деньги. «Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой, царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, с точила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала женщина: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказал ей на другой день: отдавай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь выслушал слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». И вот здесь мы сейчас и наблюдаем как раз на картине вот это самое ужасное событие. Можем глянуть на гравюру, вот так вот она выглядит, да? Событие, когда он проходит по стене в окружении своего войска. Город сейчас находится в окружении. Голод. Цены просто взлетели до небес, людям физически нечего кушать. И вот к нему обращается женщина, то есть такая бытовая ситуация, но просто от которой волосы шевелятся на голове. Она с женщиной, с какой-то соседкой съели ее сына, а сына той соседки она спрятала. И что он может на это все сказать? Он разорвал на себе одежды и в голос обвинил Елисея в том, что именно из-за того, что тогда они не избили это войско, а что отпустили его,
что они сейчас вернулись спустя какое-то время, взяли город в осаду, и теперь его народ вот такое терпит. То есть видно его с какой стороны? С той стороны, что он заодно со своими людьми. То есть он не спрятался где-то. Я думаю, что вот у кого у него точно была еда. И он, проходя по стене, сталкивается с тем, что его люди дошли до того, что они уже начинают друг друга есть. И до этого, заметьте, он еще тоже сказал, да, что если Господь не помогает, то чем я могу помочь? Опять же, он не сказал, что там Ваал или кто-то другой, он тоже говорит о Господе. Ну, она ему поведала эту историю. И потом он рвет на себя одежды, в знак великой скорби одевает в ретище, такую грубую одежду, в которой ходили скитальцы, там иногда пророки, например. И говорит, что Елисей в этом виноват. Но в этом, повторюсь, мы видим сейчас вот то, что он больше переживал за своих людей, больше за свой народ. Отправляет к Елисею. Елисей говорит: «Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера лучшей муки будет по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». Помните, да, цены там были по 80 сиклей серебра, какая-то ослиная челюсть, а тут по сиклю, то есть 80 раз меньше мука, причем целая мера муки. 80 раз цены взлетели. Тогда, может, даже и больше, потому что то несравнимые вещи, то ослиная челюсть какая-то, а это мука. Или что, челюсть, или что там было, уже не помню, голова ослиная, вот. И отвечал сановник. Ну, в общем, не буду это пересказывать, что там какой-то сановник не поверил, но, кстати, Иорам поверил. Иорам поверил в это происходящее, да, а сановник, который был рядом с Иорамом, не поверил. И дальше события развиваются таким образом, что 4 человека, которые были с какой-то болезнью, с какой-то проказой, они были за пределами города. Они решили пойти в стан этих сирийцев, понимая, что голод страшный. Если они даже сейчас войдут в город, то их все равно побьют, никто им еды не даст. А так они умрут с голоду. Мол, давай мы пойдем к этим сирийцам в их лагерь, а там уже будет что будет. Они приходят туда, понимают, что никого нет. Просто пусто. Лошади остались, все осталось, а их нету. Ну, они начали наелись сначала, напились, потом начали эти все сокровища какие-то прятать. Потом один другому говорит: слушай, нехорошо мы делаем, да, что мы не сообщаем в город, давай скорее сообщим, потому что если сообщим завтра, будет уже как-то поздно и стыдно. Они сообщают в город об этом, и что у нас получается? Значит, и взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы, и послал царь, имеется в виду наш царь Иорам, вслед сирийского войска, сказав: пойдите и посмотрите. Он просто не поверил, потому что засаду сделали. То есть прежде чем выходить и сразу им бросаться на еду, он решил проверить, убежали они или нет. Поэтому он отправляет колесницу, лошадей отправляет. Тоже момент немаловажный, что когда сообщили, что сирияне все убежали, все сирийцы, то царь сказал, что пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе. То есть из всего ополчения израильтян только и осталось в нем. Он отдает последнее для того, чтобы проверить, на самом ли деле сирийцы убежали, на самом деле там безопасность, и можно ли сейчас выйти в сирийский стан и забрать все, что сирийцы оставили. Даже в такой сложной ситуации он думает о том, чтобы его народ не пропал. Ведь он мог со спокойной душой сразу открыть ворота, мол, пусть идут люди. Явно видно забота о всем народе. Чем не король, который в его полномочиях и в его обязанности входит сделать так, чтобы его люди ни в чем не нуждались, были в безопасности. И даже в этой сложной ситуации, когда люди пухнут и умирают от голода, он не поступает опрометчиво и плохо. Знаете, как человек, который долго не ел, нельзя сразу выпить много воды или съесть еды.
потому что можно умереть. И он из последних лошадей отправляет вдогонку к сирийцам, дабы посмотреть, ушли они или нет. Так и случается. Значит, ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем, и возвратились посланные и донесли царю. И затем вышел народ, разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. Вот почти все, что можно сказать об Иораме, но на данный момент мы видим, как он поступает. Он делает все для того, чтобы защитить своих людей. И хотя это преподносится с той стороны, что все это благодаря Господу происходит, я не исключаю здесь божественное вмешательство. Я имею в виду, что мы видим, как часто было божественное вмешательство и как часто люди ошибались. Люди стояли под горой Синай, они видели это огромное облако, они видели молнии, они слышали голос, говорящий с неба к Моисею. А в течение 40 дней они сделали золотого тельца. Что уже говорить о царю, родители которого поклонялись Ваалу, мама его и отец его, и он делал неугодно этот Иорам в очах Господа. Поэтому давайте мы смотреть на дела этого самого человека. А по делам его мы видим, что он делал все для того, чтобы его люди чувствовали себя хорошо. Мы видим, что он был в дружеских отношениях с соседними государствами, северями имею в виду. То есть он был таким социальным царем, если так можно сказать. Тут можно впору вспомнить Соломона. И в заключение можно еще из Библии, имею в виду заключение, прочитать несколько стихов. В 5-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, то есть вот этот, да, о котором мы говорим, за Иосафатом, царем иудейским, напоминаю, что Иудея – это южное государство, воцарился Иорам, сын Иосафата, царь иудейский. То есть вот получается такая некая путаница, которая меня сразу несколько напрягла. 2 тезки. Иорам в израильском государстве был, а потом спустя какое-то время, помните, который вместе с Иосафатом воевал, а потом спустя какое-то время оказывается, что вместо Иосафата воцарился его сын, тоже Иорам. И параллельно было 2 Иорама в иудейском государстве и в израильском. 32 лет он был, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. Помним, да, что Иорам в Израиле царствовал 12 лет, а этот царствует 8 лет. И ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов. Что значит израильских? Это в смысле делал неугодное в очах Господа. То есть Иосафат, помните, он, когда Елисей вышел, когда они вышли против Моава, он говорит, что я, мол, только ради Иосафата вышел, царя иудейского. И тут спустя какое-то время, спустя 4 года, воцарился вместо Иосафата его сын, которого тоже зовут Иорам, и этот Иорам тоже делает неугодным в очах Господа, то есть пишется, что он пошел по путю царей израильских, то есть не иудейских, а израильских. Почему? Потому что дочь Ахава была женою его и делала неугодное в очах Господних. Я почему-то прочитал, потому что нам в конце это будет очень важно. Вот, в принципе, и все, что мы можем вытащить из Библии относительно Иорама и относительно того, что изображено на этой карте. Дальше будут еще несколько войн. В конце концов, Иорам трагически погибнет, он будет убит следующим царем, который придет вместо него и который как раз будет более благочестивым и верным Господу, а этого самого Иорама уничтожит. И мы здесь увидели, пока опустим в сторону религию, что это человек, который заботился о своем народе, о государстве, который вот как раз с уважением относился к врагам, одновременно он, несмотря на все, с уважением относился и к Елисею, вроде, казалось бы, с которым он враждовал. Вот я себе такие заметочки сделал, да, что Иорам, он не пошел по стопам отца и матери,
Потому что Елисей бы тогда не сказал, что ты обращайся к своим пророкам. Он сказал, иди к пророкам отца и матери, что ты ко мне пришел. Он поддерживал тесную связь с иудейским и эдомскими царствами. Это, кстати, был небольшой отрезок в истории царствования евреев, когда все три государства отдельные жили в дружбе и не враждовали между собой. Уважал пророка Елисея, я об этом уже сказал. Внимал словам Господа и верил Господу, то есть через Елисея. Сейчас мы поговорим о том, кто такой Ваал, потому что нам это тоже важно. А вот насчет Ваала и его культ, смотрите, что я нашел. Ваал – культ божества природных стихий у западных семитов. То есть семиты – это так или иначе люди, которые жили рядом с евреями. Слово «Баал» в русской традиции «Ваал» в семитских языках означает «хозяин», «владыка», «супруг». Оно применялось также в качестве теофорного элемента в именах собственных, таких как Эшба-ал, Мериба-ал и Еруба-ал. Это как Михаил, Израил, Нафанаил. Это окончание «ил» обозначает Бог. Бог имеется в виду израильский. Так вот и в этих народах Ал, вот это тоже как бы частичка вот этого Ваала. В сочетании с топонимом термин Баал обозначал местного бога. Баал Хацор, Баал Хермон. Также была и женская форма этого слова в аналогичном сочетании означала местную богиню. Баалат Биер, Баалат Гвал. Самостоятельно этот термин выступал как обозначение верховного божества хананеев, основной функцией которого была функция бога погоды. Основой для культа Ваала была полная зависимость жизни Ханаана от дождей, рассматривавшихся как щедрость Ваала. Израильтяне были подвержены влиянию культа Ваала еще до прихода в землю обетованную. И, естественно, задолго до царей. То есть земля обетованная, это имеется в виду момент, когда они с Моисеем вышли из египетского рабства и начали завоевывать территории, вначале через Иисуса Навина, а потом дальше уже появился первый царь Саул, потом Давид, потом Соломон, и потом мы уже вот пришли постепенно ко всем этим царям, в том числе мы сейчас говорим про Иорама. То есть вот это вот культ Ваала, он постоянно существовал у израильтян. Во время скитания по пустыне, например, в течение 40 лет, в период исхода, они поклонялись Баал-Пеору, вкушали от заупокойных жертв и участвовали в культовых оргиях. Поселение в стране, зависимой от осадков, усилило тяготение к культу Ваала. Ну, мол, если ты бог природы, то понятное дело, что мы будем к тебе обращаться, дабы умилостивить, так сказать, тебя, и ты нам не спосылал дожди. Лишь во время царя Ахава, это вот отец Иорама, он приобрел новый статус, Ваал имеется в виду. Жена Ахава Иезавель, дочь финикийского царя, ввела в столице Израильского царства Самарии, там где наш Иорам, культ тирского Ваала Мелькарта, в результате чего возобновились также служения различным местным Ваалам, которые до того были искоренены или забыты. Также у Иезавели была дочь Гафолия или Аталия, которая царствовала некоторое время в Иудее. Вы запутались несколько, я понимаю сложность в именах, в государствах. Еще раз, есть Иудея, южное государство, есть Израиль, северное. Так вот, в северном государстве есть Ахав. У Ахава рождается Иорам, это вот наш царь. У Ахава, у его отца, да, у Иорама, у Ахава, это отец Иорама, у него есть жена Иезавель. Так вот, у Иезавели также есть дочка, у Ахава и Иезавели есть дочка, Гафолия. И она царствовала какое-то время в южном государстве, в Иудее. Помните, мы сами читали, что в иудейском государстве после Иосафата воцарился Иорам, то есть два Иорама, там Иорам и тут Иорам. Вот Иорам, который в южном государстве, он берет дочь себе из северного государства,
Та, которая поклонялась в том числе Ваалу, ну, которые вот такие вот безбожники и родители были. И теперь получается и там одинаковая культура. То есть в целом, и смотрите еще, да, момент по поводу Ваала. Ипостаси вот такие. Ваал Верив или Баал Брит, это бог союза. Ваал Гад, бог счастья. Ваал Зебуб или Вельзевул. Баал Пиор, Баал Хамон, Бебель Хамон, бог солнца. Баал Хадад, бог грома. Хубал, это племенной бог древних арабов. Бел, это просто бог, который помогал строить Вавилон или Вавилонскую башню, я уже точно не помню. То есть мы видим, что вроде как бы Ваал один, но у него много разных, ну, они говорят божеств, да, много разных сторон этого бога. И вот видите, еще есть такие вот изображения. Вот Ваал этот со львами. Слева, справа, внизу какие-то собаки похожи. Вот Ваал, который гром метает. То есть вот так этот культ Ваала выглядел. Во-первых, на что я хочу обратить внимание? На то, что этот культ существовал задолго. Он все время существовал у евреев. Помните, в одной из лекций мы с вами разбирали о том, что евреи долгое время не знали, не проводили различия между богом хананеев и истинным богом-создателем. Это только Соломон увел. У них был просто бог отцов. Вот бог моего папы, да, вот Сережи. Вот я буду ему поклоняться, ну, потому что он помогал. Так вот, есть бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова. Вот так они долгое время назывались. Соломон уже, только, повторюсь еще раз, ввел понимание Бога Всевышнего, который обитает там где-то высоко, а может спускаться сюда на землю, восседать на крыльях Херувима, дабы выслушать молитвы грешников. И вот понимание Бога Ваала существовало параллельно также. Стоит ли так обвинять уж Иорама в том, что он делал неугодным в очах Господа? Все это наводит на мысль о том, что книга Царств писалась, знаете, как такой культурный срез спустя какое-то время. И вместо того, чтобы просто подать информацию исторически, вот просто изложить это, как она есть, ей начали предписывать, это мои догадки, мои предположения, основанные на какой-то логике, на том, что ты читаешь о взаимоотношениях Елисея и Иорама, на том, что он делал, как он себя вел с людьми, и то, что о нем написано, что он делал неугодным в очах Господа. Но в тот момент это не факт, что он делал неугодным в очах Господа. Это спустя 200 лет, 400 лет можно сказать, что он делал неугодным в очах Господа. Потому что стало четко какое-то разделение между кто такой Ваал и кто такой Господь Саваоф, кто такой Иегова, Игвг, Яхва, то есть что-то другой Бог, отличный от того. Опять же, учитывая, как много ипостасей у Ваала, его легко можно было спутать с Всевышним Богом, потому что, видите, он и Ваал, отвечающий за солнце, и Ваал за гром, и Ваал за урожай, и Ваал за природу, за погоду точнее. Мало того, еще были у Ваала еще и женские ипостаси. Баалат, Беер, Баалат, Гвал. То есть, которая, как бы этот сам Ваал, он охватывал много всего. Как бы так его объяснить, чтобы было понятно. Представьте себе на секунду в какой-то момент, что есть два государства. Есть еврейское государство, пусть даже не государство, а народность. И есть некие хананеи. Мы сейчас не будем использовать имена богов, мы просто назовем Господь. Вот там они верили в Господа, и там верили в Господа. И там они наделяли его определенными качествами, и тут наделяли определенными качествами. А исторически сложилось так, что одна народность, она выделилась относительно другой. И их Бог стал потом прообразом Бога Всевышнего, единственного, абсолюта, Творца. А тот стал просто божком местного пошиба, который дальше веры в какие-то природные явления не продвинулся. А если бы было наоборот? А если бы хананейское государство, цивилизация вышла бы вверх, тогда бы их Ваал потихоньку бы просто перерос в того самого Господа, Всевышнего, Абсолюта, Творца всего-всего. Я знаю, что это, возможно, звучит как богохульство, но я хочу, чтобы вы правильно поняли мою мысль. Когда ты не знаешь
Опять же, ну почему Бога так надо называть? Ведь это люди дали имя. Хотя в Библии написано, что это Господь сам себя так называет. Я сущий, да, либо я тот, который дает становиться своим намерением, что, в общем-то, и означает этот тетраграмматон ИГВГ. Тот, кто отвечает за свои слова и претворяет их в жизнь. Но так можно сказать о Всевышнем, действительно о Творце. Но когда люди живут, и они ту потустороннюю высшую силу наделяют какими-то качествами и свойствами, просто ее нужно как-то обозначить, назвать. Вот они назвали так, а те назвали по-другому. И заметьте, что это сосуществовало вместе очень долгое время. А потом те, кто решил записать о жизни Иорама, они решили указать на то, что он делал неугодное в очах Господа. А почему? Потому что его родители завели культ Ваала в израильском в северном государстве, столицей которого была Самария. Такой небольшой, может быть, экскурс и отступление, но не то чтобы я хотел обелить несколько имя Иорама, я хотел скорее лишний раз напомнить, что умейте читать между строк, умейте смотреть и видеть то скрытое, которое содержится в действиях. Хоть этого они не убрали, те действия, которые человек на самом деле делал. На что бы я еще хотел обратить внимание? Давайте мы перейдем с вами в значение, как у нас это может проигрываться карта в одной из 4 стихий. То есть если мы говорим о жезлах, это у нас будет карьера, это у нас будет социальные какие-то связи внешние, работа, продвижение и так далее. По этой карте это у нас идет речь о силе. Сила причем такая, внутренняя, да, вот огонь какой-то такой, вот, движущая сила. Энергичность, выпадает карта, какой будет сотрудник, стоит его брать или нет, выпадает эта карта, сразу можно сказать, что человек будет энергичный, лидер, уверенный в себе, да, отсюда же и уверенность идет, решительность, ответственность, да, вот мы это увидели по нашему царю Иораму, человек ответственный, не сбежал из города, не закрылся у себя во дворце, где там себе тихонечко что-то там наворачивал еду какую-то, уверенно она у него была. Нет, он сделал все возможное для того, чтобы вытащить свой народ из сложной тяжелой ситуации и не дать ему погибнуть, набросившись на добычу, где действительно могла ждать засада. Они могли просто отступить, засесть там за деревьями и ждать, когда израильтяне выйдут, и всех их убить. Лидерские качества, я уже об этом сказал. Экстраординарность, ну потому что действительно такой человек, о котором мы читали по 9 зодиакальному дому, который идет по королю жезлов, это человек огонь, человек идея, то есть он что-то, эпатажность даже, можно так сказать, экстраординарность, эпатажность, что-то такое необычное, что-то яркое будет. И это будет непременно яркая личность, харизматичная личность, амбиции, амбициозная личность тоже. Большие амбиции у этого человека в работе, в карьере, то есть он ставит постоянно себе новые планки, никогда не остановится. Скорее всего, что он дорастет до самого какого-то высшего звена в данной корпорации, в данной компании, и ему этого будет мало. Он будет искать выходы и пределы. Ну, не факт, что он будет выходить за пределы компании, но он будет тогда расширять сферу своей деятельности, открытие новых проектов, там, что-то еще. Либо если человек нужен такой, который на какую-то должность, связанную с клиентами, с проектами, отличный будет тогда персонаж, он как раз будет заинтересован в том, чтобы постоянно расширять клиентскую базу, захватывать новые территории, да, вот этот подсечно-огневое земледелие. По кубкам, то есть в сфере взаимоотношений, желание действовать. То есть это будет инициативный человек, инициативный персонаж, который точно будет действовать. И тут уже либо в негативе это проиграется, либо в позитиве, но это тот, кто не будет сидеть сложа руки, не сможет, у него вот это вот шило в одном месте, огонь горит, то есть ему надо что-то делать, надо что-то решать. Страсть, ну, в буквальном смысле, во взаимоотношениях, может говорить как о страстном человеке, мужчине, так и в целом о взаимоотношениях, носящей такой окрас огненный, страстный. Ответственность, ну, она и там, то есть ответственность уже за семью, за вторую половинку. И причем из такой же личной практики могу говорить, что такая ответственность проигрывается даже когда проблемы в семье, то есть
речь идет о том, что люди разошлись, но второго мужчины такая карта может характеризовать как тот, что он будет элементы платить, он причем не через суд, то есть имеется в виду, он будет помогать, он будет поддерживать. Даже если там кто-то по чувствам завелся, другой появился на стороне, то есть этот персонаж, который будет сохранять эту самую ответственность. И заметьте, кстати, насколько это, в этой ситуации, насколько может быть благородным, он будет себя вести благородно. Ну и неверность, в перевернутом значении, потому что человек, который страстный, не способный контролировать свою страсть, свои желания, свои эмоции, он будет их распространять за пределы своей семьи, скажем так. Неспособность держать себя в узде. Это здесь аналогично, что и неверность, либо вспыльчивость человека, склонность к драматизации. То есть в любом случае это яркие эмоции. Либо яркие вверх, либо яркие вниз, но это будет что-то такое горячее, зажигательное. Добропорядочность, я уже сказал в этом отношении, как это проявляется, неважно, разошлись или не разошлись. То есть в целом ты ощущаешь, что это человек такой вот благородного происхождения, но не по крови, а потому что он таковым себя создал. Вот он, помните, хоть там написано, что это Елисей сказал, мол, не убивай их. Так и было, может, не спорю, но слово остается за царем, особенно который был неугодным в очах Господа. Их посадили за стол, напоили, накормили, не Елисей же их напоил и накормил. По приказу царя же это было сделано. Напоили, накормили и отправили домой. Харизма по этому персонажу, она просто прет наружу. Если мы говорим о пентаклях, сфера зарабатывания денег, либо в целом каких-то материальных ресурсов, можно тут сказать о предприимчивости. Помним, что человек не будет сидеть на месте, огонь постоянно, ему нужно топливо, постоянно что-то, расширение какое-то. То есть это человек, который генератор идей, будет. Это туда можно отнести к жезлам, но если мы говорим о пентаклях, то это предприимчивость. То есть, условно говоря, человек спрашивает, а стоит ли мне открывать предприятие там-то и там-то. И выпадает король жезлов. То есть мы понимаем, что да. Кстати, и понимаем, что здесь не получится сидеть сложа руки, то есть надо будет действовать. Но тем не менее, предприимчивость. Бить в одну точку. По королю жезлов, помните, для того, чтобы добраться до вершины, для того, чтобы построить империю, для того, чтобы сделать свою новую, лучшую версию самого себя нужно постоянно работать над собой, достигать новых вершин, бить в одну точку. Поэтому, если мы говорим о пентаклях, об этой сфере денежной, то это не распыление, как раз, что, кстати, свойственно в пораженном 9 доме, это распыляться. То есть и туда не довел до конца, и туда не довел до конца. Нет, тогда это будет негативное прощение. Вот в прямом значении это ты себе поставил цель, и пока ты ее не достигнешь, будь настоящим мужиком, поставил цель, дойди до этой цели, потом двигайся дальше. То есть завершение. Последовательность также, то есть идти шаг за шагом, ступенька за ступенькой, не пытаться, как паж, особенно перевернутый, сразу скакануть наверх, из пажи он сразу из грязи в князи, сразу хочет стать шейхом и построить в пустыне Дубай. Взять под личный контроль ситуацию. Это особенно актуально именно по королю жезлов. Вообще это актуально по всем королям, потому что мы помним, что по королям у нас идет как раз контроль ситуации. Почему? Потому что в целом все короли это жезлы, это в целом все короли огонь, независимо от масти. Но понятно, что у нас непосредственно уже взять под личный контроль, потому что это человек, который не будет сидеть и отдавать приказы, он скорее лидер, чем директор. Он скорее пойдет и за собой поведет, чем он скажет, куда идти. Я тут посижу, а вы туда идите. Нет. Это, помните, тот, который прогуливался по стенам храма, по стенам Самарии, по стенам города и увидел эту всю ситуацию. То есть он там среди народа, он вместе с ними. Статус, если мы говорим, да тут не важно уже, недвижимость, дом, все, что касается денег, ресурсов, это будет что-то такое пафосное, статусное. Роскошь также здесь может присутствовать, особенно в сочетании с
какими-то тузами, ну и без сочетаний, просто в целом по этой карте можем об этом говорить. Если мы говорим о стихии воздух, это у нас будет саморазвитие, самопознание или какие-то прямые действия, то здесь лидерские качества, как таковые могут быть в человеке, или способность их развивать, либо стремление их развивать. Если надо над чем-то работать, выпадает такая вот карта, как совет, да, там ситуация, совет, результат, например, да, и вот в виде совета эта карта. И мы понимаем, или человек понимает, что речь идет о том, что нужно развивать лидерские качества, или нужно развивать волю, или там нужно развивать, ну и так далее, все, что можно нам в эту вот характеристику человека вложить. Там дополнительные карты могут вполне раскрыть, если это потребуется. Жизнелюбие. Почему? Потому что по королю жезлов это неуемное желание постоянно двигаться вперед, и это воспринимается как жизнь. Да? Что такое жизнь? Это постоянное движение. Человек не сидит на месте, человек живчик. Вспоминаем Энтони Хопкинса из фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк». Ему уже, я не помню, сколько там, 70, например, или 65, или 75, я уже не помню. А он не сидит на месте. А он как пацан на работу туда-сюда, то порешать, это сделать. И о своем дне рождения, даже дне рождения и думать не хочет. Жизнелюбие. Лучшая версия самого себя. Помните, этот персонаж, который зубилом и молотком сбивает с себя лишние куски жира, формируя своего нового себя. Шаг за шагом, постепенно, то есть это не случится моментально, но ты себе поставил цель, и ты делаешь эту лучшую версию самого себя. То есть вот по этой карте также это может быть. И умение вдохновлять других, зажигать других, вдохновлять других. По огню и по королю жезлов это также проходит. Так, что я еще хотел сказать? Для самых, наверное, терпеливых, кто еще досидел до этого времени, хотел бы в интересное зайти. Так, несколько, может быть, занудно. Кто хочет перемотать, может перемотать. Это не то, чтобы имеет непосредственное отношение к карте королю жезлов, но имеет непосредственное отношение к Иораму. И нашел я очень любопытное исследование одного автора, который как раз исследовал оригинальный еврейский текст, который касается нашего Иорама. И забегая наперед, скажу, касается второго Иорама, иудейского государства. И вот здесь прям дополнительные интересные данные, которые я бы хотел вам осветить. Вот мы смотрим сейчас отношения Иорама с домом Израиля. Имеется в виду с тем царством, где он находится. Так, с чего все началось расследование этого человека? С того же, на что обратил внимание я. С того, что в какой-то момент у нас оказывается два Иорама. Иорам, который несколько раньше, на 4 года, воцарился в израильском государстве, сын Ахава, и Иорам, который воцарился в иудейском государстве, сын Иосафата. Два Иорама, оба, хотя у одного отец был, который типа поклонялся Ваалу, а второй хороший отец поклонялся Господу. Но в какой-то момент оба стали они делать неугодное в очах Господа, и один, и второй. Потому что тот взял в жены себе дочь Ахава и Иезавели Гафолию. Я надеюсь, что я вас в именах не запутал. В общем, взял себе плохую жену, и она также его совратила поклоняться богам. И в итоге мы получаем в какой-то момент, согласно вот Библии здесь, получаем мы два Иорама, которые правят в разных государствах, в иудейском южном и в израильском северном. И мы сейчас смотрим с точки зрения Иорама из южного государства, из Иудеи. Значит, в 5 году Иорама, сына Ахава, царя Израильского, Иосафат, будучи тогда царем иудейским, и воцарился Иорам, сын Иосафата, царь иудейский. Значит, человек пишет: «Я искал других царей, которые пришли править в Израиле и Иудее, и нигде больше не упоминается ничего подобного этой фразе. Я изучил текст на иврите, и слово «тогда» в иврите не существует». Вот здесь есть это слово «тогда». А давайте мы сейчас найдем 4 царств,
что в 5-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем иудейским, тогда воцарился Иорам. Тут нету слова «тогда». Просто воцарился Иорам, сын. Ну, мы понимаем, что там вот Иосафат был отец, а тут Ахав отец. Там после Ахава воцарился Иорам, и там после Иосафата воцарился Иорам, но в разных государствах. Но есть слово «тогда». Так вот, в иврите нет слова «тогда» вообще. В то время не существовало. Кроме того, первый перевод Иосафата в еврейском тексте показывает, что в тексте говорится «ви, хох, шах, пахт», что буквально переводится как «и Иосафат». Не тогда, а «и Иосафат». Это было проигнорировано переводчиками. Это буквально толкование. И в 5-й год Ярама, сына Ахава, царя Израиля, и Иосафата, царя Иуды, царствовал Иорам, сын Иосафата, царь Иуда. То есть это то, как он перевел. Это было откровением, он пишет. Иорам, царь Израиля, был сыном Ахава и сыном Иосафата. То есть в этом стихе, в оригинальном переводе с иврита, не тогда, а тот был тем сыном, а тот был того сыном, а Иорам, царь израильский, был сыном Ахава и сыном Иосафата. Почему переводчики исказили перевод? У него нет ответа на этот вопрос. Вероятно, они не поняли текст. И вот он переводит целый ряд некоторых других вариантов перевода этого стиха. Не будем их все зачитывать. Везде суть одна и та же, что этот отдельный Иорам, тот отдельный Иорам. Можете заскринить, вот у вас оно будет все перед глазами. Обратите внимание, что все приведенные выше версии, во всех версиях удален префикс «и» рядом с первым Иосафатом, который изначально присутствует в еврейском тексте, и добавлены слова, относящиеся к первому Иосафату, которых нет в еврейском тексте. Толкователи этих версий явно неправильно истолковали этот стих, потому что либо они не понимали, о чем этот стих говорил, либо знали, о чем он говорил, но искажали стих и скрывали от нас истину, убирая и добавляя слова, чтобы соответствовать их толкованию, которое противоречит утверждению Моисея. А Моисей говорил, Бог через него, что «Не прибавляй к слову имеется в виду к Библии, которое я заповедую тебе, и не убавляй от него, чтобы соблюдать заповеди мои». Переходим мы к дальнейшему исследованию. Так, и здесь мы, смотрим, как соотносится наш Иорам к обеим семьям, то есть к израильской семье и к иудейской. 32 лет ему было, Иорам имеется в виду, когда он воцарился, и правил 8 лет в Иерусалиме, это значит на юге, в Иудее. И ходил он путем царей израильских, то есть плохо поступал, как ходил дом Ахава, ибо дочь Ахавова была жена его, и он делал зло в глазах его. Но почему не уничтожил тогда Господь их, имеется в виду иудейское государство, ради Давида, слуги своего, так как он обещал ему всегда давать свет ему и его детям. В 18 стихе показано, что Иорам, царь Иудеи, женился на дочери Ахава и Иезавели. Мы помним, что это у нас была Гафория. Эта диаграмма показывает брачные связи между царем Иорамом и царем Ахавом. Есть на английском языке, но давайте попытаюсь это прочитать. Значит, слева у нас, вот тут у нас Иосафат, царь Иудейский, тире вниз видим сын, у него Иорам, тоже царь Иудейский. Параллельно есть Ахав, царь Израильский, то есть северного государства, и у него есть дочь, его и Иезавели, которую зовут Гафолия. И вот теперь мы видим, что Иорам, царь Иудейский, дочка, то есть они породнились вот на этом уровне. Вот эта вот связь, автор нам хочет показать эту связь в какой-то момент двух государств, иудейского и израильского, которое происходит вот на этом уровне. Вопрос. Есть ли запись, кем была дочь Ахава? Ответ положительный. Мы об этом, кстати, читали. Это происходит из рассказа о начале правления между царем Иудеи Ахозией и царем Израиля Иорамом.
22 лет был Ахозия, когда воцарился, и он царствовал 1 год в Иерусалиме. Имя матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил он путем дома Ахавова, и делал зло в глазах, как и дом Ахава, ибо он был зятем дома Ахавова. И ходил путем дома Ахавова, делал неугодным в очах Господа, подобно дому Ахаву, потому что он был в родстве, тут написано. Ну, в родстве. В ином вот переводе зятем, с домом Ахавовым. И пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Рамов Галаадский. Ахозия был сыном Иорама, царя Иудейского. В нем говорится, что его мать Гафолия была дочерью Амврия, но в данном случае фактически говорится, что она дочь Амврия. Если бы мы восприняли это буквально, это сделало бы Гафолию сестрой Ахава. И она была бы слишком стара, чтобы иметь детей. Единственным ответом было бы то, что она была бы дедушкой Амврия и дочерью Ахава и Иезавели. Ну, потому что Амврий был отцом Ахава. То есть Амврия, затем Ахав, а потом Иорам. То есть она имеется в виду, что скорее как бы была в родстве. И она происходила из этого дома, нежели была напрямую дочерью. Иначе по возрасту просто нестыковка. Возвращаясь к отношениям между другими царями, как часто в истории царей Израиля два царя работали, существовали вместе столько же, сколько эти династии. Единственная причина, по которой эти цари были связаны вместе, это результат женитьбы Иорама, царя Иудейского, на Гафолии, Ахава и Иезавели, то есть с израильским государством. Эта диаграмма показывает брачную связь между Иорамом и Гафолией. И вот мы смотрим. Так, получается у нас с одной стороны вот есть Иосафат, царь иудейский, у него сын Иорам, царь иудейский. В израильском государстве есть Амврий, который рождает Ахава. У Ахава есть дочь Гафолия, позже которая становится королевой, царицей имеется в виду, иудейского государства. После смерти Ахозии, царя иудейского, их сына. То есть получается, что это внучка Амврия. Значит, теперь делается вывод, что Иорам, царь Иудеи, женился на доме Ахава, женившись на Гафолии. Так часто в Библии есть дом Ахава, имеется в виду, или там, когда говорят, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Не в буквальном смысле он родил, а имеется в виду, что по мужской линии как бы родство передается. Когда родился Ахозия, он стал потомком обеих домов. Ахава из северного израильского государства и Иосафата из иудейского царства. Ахозия, сын Иорама, царя иудейского, был назван в честь Ахозии, сына Ахава и Иезавели. Это означает, что все потомки Ахозии были из обеих домов одновременно, Иуды и северного Израиля, включая Иосафата, приемного отца. Здесь автор пишет Иешуа, но Иешуа – это Иисус Христос. Иосифа. Простите, я сказал Иосафата, Иосифа. То есть все потомки Ахозии были одновременно из обоих домов иудейского и израильского государства, включая Иосифа, приемного отца Иисуса Христа. Не для того, чтобы отвлечься, но в Евангелии от Матфея Иисус был потомком царя Иорама и Ахозии, которые происходили из обоих домов Северного царства, Израильского и Южного царства Иудейского. Помните, как во время Пасхи, перед распятием Иисуса, Пилат послал его к Ироду, который был в то время в Иерусалиме, то есть в иудейском государстве. Потому что Иисус был галилеянином, то есть из Галилеи, а Ирод правил в то время областью Галилеи, которой прежде была область Галилеи. Особенности перевода. Северный дом Израиля. Значит, помните, как Ирод надел на Иисуса одежду перед тем, как отправить его обратно к Пилату. Угадайте, что? Ирод отказался и аннулировал свою власть над северным домом 10 колен и передал ее Иисусу через эту одежду.
Это было первосвященство и передал мантию Иисусу. Также, когда Иисуса вернули обратно Пилату, его отдали римским воинам, и над ним издевались, били, и ему дали терновый венок на голову, мантию и посох вместо скипетра. Что воины сказали ему в насмешливой форме? «Радуйся, царь иудейский!» Хотя они насмехались над ним этими словами, они представляли Римскую империю. И когда империя дала ему, Иисусу, титул, одежду и венец, хоть он и был терновый, тем не менее это был венец, они дали царство Южному дому иудейскому, имеется в виду возвращение к Иисусу. Его титул был подтвержден Пилатом. Он был царем иудейским, также известным как царь иудейский, пригвоздив титул Иисуса к Христу. Помните, над головой была табличка «Царь иудейский». В насмешливой форме, но тем не менее. Сейчас, секунду. Таким образом, Иисус восстановил царство над обеими древними разделенными домами Израиля, избит, и ему дали терновый венок на голову, ризу и жезл вместо скипетра. Что воины сказали ему в насмешливой форме: «Радуйся, царь иудейский». Хотя они насмехались над этими словами, они... Дальше идет повтор. То есть, давайте мы сейчас дойдем до самого важного вывода. Значит, единственный способ быть сыном обеих отцов, помните, как у нас получилось? Это жениться на дочери другого отца. То есть Иорам, женившись на дочери Иезавели и Ахава, он становится одновременно и сыном Ахава, и сыном Иосафата. То есть он одновременно становится и правителем иудейского государства, и израильского государства. Нет сведений о том, как Иорам, царь Северного Израиля, вот этот, стал сыном обоих царей. Но есть сведения, что Иорам, царь иудейский, стал сыном Ахава и Иосафата, женившись на дочери Ахава Гафоли. Итак, вернемся к вопросу об Иораме, царя Израиля, вот к этому. Исходя из информации, единственная причина того, что Иорам мог быть сыном обоих отцов, могла означать только одно. Но сначала давайте подытожим, что упоминается в учении. Краткое содержание. По пунктам. Мы показали, что имена Иорам I и Иорам II от обоих царей взаимозаменяемы в еврейском тексте. В моем переводе Библии тоже такие есть, но в разных есть и Иорам, а есть и Йорам, то есть типа одна буковка добавлена, дабы, чтобы их как-то различить. Но в оригинале, в еврейском тексте, этих два разных царя пишутся одинаково, одним именем – Иорам. Два рассказа о смерти каждого из царей действительно различаются, но смерть царя Иудеи подвергается сомнению, если она была подделана книжниками. Речь идет о том, что они умерли примерно в одно и то же время. Единственное, что как правитель того времени человек мог подделать записи летописи, то есть как бы уйти с поста, отдав правление Ахозии, но при этом как бы фактически еще оставшись быть живым. Значит, два рассказа о смерти каждого из царей, то есть обеих Иорамов, действительно различаются, но смерть царя Иудеи подвергается сомнению, если она была подделана книжниками. То есть либо да, либо нет. Отношения между царями Иудеи и царями Северного Израиля от Иосафата, а также Ахавом и к Иораму и Ахозии были очень близкими, за исключением того, что не было сведений об отношениях между двумя Иорамами. Два Иорама, и один и второй, умерли в один и тот же год, и вполне возможно, что они умерли в один и тот же день и час. Иорам, царь иудейский, женился на Гафолии, дочери Ахава, царя Северного Израиля, но нет сведений о каком-либо браке Иорама, царя Северного Израиля. То есть мы знаем о царе Иорама из Южного государства, что он женился на Гафолии, но ничего не известно ни о браке, ни о жене вот этого нашего царя из Северного государства израильского. Царь Иудеи после Иорама, цари Иудеи после Иорама
значит, царя Иудеи были из обеих домов Израиля, включая Иосифа, приемного отца Иисуса, от женитьбы Иорама на Гафолии, дочери Ахава и Иезавели. Иисус, будучи усыновленным Иосифом, стал потомком обеих домов Израиля и потребовал вернуть себе царство, получив одежды от представителей обеих домов. Так по традиции положено было. Несмотря на некоторые различия и конфликты в событиях этих двух Иорамов, вопрос, возможно ли, что Иорам, царь северного государства, и Иорам, царь южного государства, является одним и тем же человеком. И автор пишет, что несмотря на некоторые различия и некоторые противоречия, вопросы показывают мне, что ответ «да», что это один и тот же человек. Теперь, когда эта тайна раскрыта, можно сделать вывод, что Иорам, один и второй, сын Иосафата, женился на Гафолии, дочери Ахава, царя Северного Израиля и Иезавели. Иорам стал царем Северного Израиля после смерти Ахозии, его зятя, в то время как его отец Иосафат все еще был царем Иудеи. Позже Иорам стал соправителем своего отца Иосафата в последние 2 года правления Иосафата. В результате Иорам стал царем обеих царств, как в свое время король Яков VI, король Шотландии, который при жизни также стал Яковом I, королем Англии. В последний год жизни Иорама I и II он передал царство над Иудеей своему сыну Ахозии до самой своей смерти. И вот такая еще есть исправленная генеалогическая таблица, которая показывает истинное родство Иорама I и II. Одновременно в израильском государстве и в иудейском правит Иосафат и Иорам. И, судя из исследования этого человека, что Иорам является сыном Иосафата, но женившись на дочери на Гафолии, он оказывается в израильском государстве. Потому, помните, там и говорилось, что когда уже мы дойдем, долистаем, что в иудейском воцарился Иорам, и он тоже не ходил по путям Господа, потому что взял себе жену Гафолию. И это еще, меня тогда уже напрягло это, и как бы сказала об этом человеке. А это более подробное исследование еще больше мне открыло глаза на то, что Иорам был сыном Иосафата, изначально из иудейского государства, но женившись на Гафолии, он становится царем израильского государства. И потому вот этот Елисей говорит, что он не его обвиняет. Помните, да, я говорю, что он не его обвиняет, что он поклоняется Ваалу, а, мол, говорит про отца твоего и мать твою, ссылаясь на Ахава из израильского государства и Иезавель, жену Ахава. Я понимаю, что я вас запутал с этими именами, но я надеюсь, что я смог несколько вам открыть полнее личность Иорама. О чем я хочу и для чего вообще все это я говорил? О том, что спустя много сотен лет, когда переписывается Библия, либо когда составляются какие-то события давно минувших дней, составители могут несколько что-то упустить, что-то добавить, что-то приукрасить, что-то написать, сказать по-другому. Поэтому в этой всей связи мне хочется, знаете, что прочитать стих из Евангелия Матфея, то, что говорил уже Иисус, когда его ученики спрашивали, как же нам отличить, в общем, он говорит: остерегайтесь лжепророков, это Иисус говорит, которые приходят к вам в обличии овец, а внутри хищные волки. По плодам их узнаете их. Разве собирают с терни виноград или с чертополоха инжир? Это, да, инжир. Так и всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а гнилое дерево приносит плохие плоды. Хорошее дерево не может приносить плохих плодов, как и гнилое дерево не может приносить хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам узнаете этих людей. Далее он говорит: не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в небесное царство, но исполняющий волю Отца моего, который на небесах.
Когда ученики спрашивали, как же нам отличить истинную веру от неистинной, тех людей, которые с Господом и которые нет, и он говорит, что придут лжепророки в овечьих шкурах, а внутри они волки хищные. И как же их отличить? Он говорит, по плодам их узнаете их. И вот как раз глядя на деяния Иорама, не то, что было написано единственный стих в начале, да, что не делал он угодное в очах Господа, а то, что он на самом деле делал со своим народом, то, как он поступал, как он вел себя с окружающими соседями. Вот это должно говорить об этом человеке. Было ли что-то угодное или нет. Я ничего не прочел того, чтобы он делал что-то неугодное в очах Господа. Не зря я вам еще зачитал стих про Елисея, о том, где, я не зачитал, я так рассказывал историю, о том, где он наслал медведицу, и она умертвила 42 младенца, не младенца, 42 ребенка. Тоже же можно было сказать, что делал неугодным в очах Господа. Но ничего подобного, например, не сказано насчет Иорама, кроме самой фразы. А читая уже о его деяниях, мы понимаем, что это вполне себе хороший человек. О чем это может сказать? О том, что люди, писавшие много сотен лет спустя Библию, либо переписывая, либо когда они писали события того времени, все, что их задевало, о том, что этот человек по 9 дому, да, мы увидели по Стрельцу, то есть он, захватывая какие-то другие территории, также воспринимал и культуру, то есть пытаясь, как и царь Соломон, развивать эту культуру. Помним также, что и Ваал развивался параллельно, поклонение ему параллельно с поклонением Господу. И в какой-то момент не было различия между одним и вторым, потому что тот Ваал, он вбирал в себя много богов. И так просто сложилось исторически, что у нас в руках Библия, и о том, что Ваал отошел на второй план, не слившись воедино с истинным великим Создателем. Но в тот момент речь могла идти о том, что это верование одного и того же Бога, просто это верование более широко распространялось. То есть Господь виделся не только вот так. Помните, как Соломон, который также и Астарту ввел ей поклонение и храм, потому что это была как... Астарта, кстати, это же жена Ваала, то есть это как женская сущность Бога. Поэтому по делам их узнаете их. Я бы, наверное, так сказал. Ну и давайте напоследок, так чтобы... Вы, кстати, себе сайт можете этот зафиксировать, если хотите, смотрите туда, как человек написал об этом в оригинале. И интересный, я уже сказал, фильм, да, вот такой вот есть фильм, называется он «Джонни», вышел он в 2022 году, в прошлом году. Значит, речь идет о священнике, ксёндз, или священник польской католической церкви, человек, который курил, иногда даже драп, любил выпить, без разрешения церкви построил и открыл нецерковную организацию в связке с неизвестным, скорее всего, мирским напарником. За своей инвалидностью и поведением обездоленного скрывал личные, возможно, и корыстные мотивы. Его безответственное поведение за рулем подвергалось смертельной опасности окружающих. Его ближайший друг и воспитанник – вор, наркоман и лжец. Вот такая вот нелицеприятная характеристика человека, и такие слова вполне могли бы быть написаны номинальной церковью лет эдак через 50 или 100, если бы мы не были современниками Яна Качковского. А потому советую вам посмотреть этот фильм, и вы составите свое видение и представление об этом человеке, который очень будет похож как в целом с королем жезлов, так и конкретно с историей о наших двух Иорамах. Или об Иораме одном, если хотите. Если не верите в то, что это один и тот же персонаж, то хотя бы об Иораме израильского государства, который делал неугодным в очах Господа, но так ли это на самом деле или нет? Посмотрите этот фильм, советую и рекомендую. Ну все, что я вам хотел сказать на сегодня. Надеюсь, что я несколько смог открыть вам эту карту, как короля жезлов. В целом затронуть придворные карты, раскрыть полнее
что они собой представляют в разрезе карт Таро, ну хотя бы вскользь. Поговорили мы о стихиях, поговорили мы о том, что собой представляют, какая масть, какая у них степень ответственности. Посмотрели, что в целом по королю жезлов у нас идет. Ну и, в общем-то, как дополнительная такая уже тематика для тех, кто особо хочет вникнуть, это мы разобрали 2 иорама, которые жили в одно и то же время, и которые, как мне показалось изначально, и я этому нашел и подтверждение, что является одним и тем же человеком. Ну а фильм Джонни, это будет вам как в довесок, просто посмотрите, фильм прикольный. Если, скажем так, вы выдержите первых 10 минут, то дальше фильм вам зайдет. Если 10 минут не зашло, то дальше можете не смотреть. Поэтому разрешите вам сказать всем до свидания и до скорой встречи. Пока.